Так, друзья мои, дорогие подписчики на ютубе, всем привет! С вами я, Макс Степанов, тренер-вольнодумец по самообороне, по боевым наборствам, ну и так вообще. И сегодня я готов ответить на ваши вопросы, на ваши комментарии, ну и, собственно, пообщаться, да, в непринужденной, свойственной нам, так сказать, манере. Вот, и как сегодня мы обсуждали в прошлый раз, во вторник, мы хотели посмотреть фильм с вами, да? «Мирный воин» я вам советовал, да, художественный фильм «Мирный воин». Вот, и Гедеон Белюгин уже спрашивает, когда будет стрим по «Мирному воину». И вот, собственно, сейчас мы можем обсудить этот фильм. Кто смотрел? Ставьте лайк. Я вот тоже недавно посмотрел, ну как бы, да, надо же пересмотреть, освежить это все в памяти. И знаете, что интересно? Как-то вот раньше он меня сильнее впечатлил. Вот бывает такой фильм пересматриваешь иногда, мне это, в принципе, не очень свойственно. Я почему-то смотрю, ну, или фильм, или читаю книгу, и как-то вот одного раза мне достаточно. Второй раз почему-то не тянет. Есть исключения, конечно, когда вот, ну, вот второй раз вот интересно посмотреть. Но чаще всего почему-то вот второй раз не так. А у вас как с этим? Александр Войнов, привет! Да, привет! Вот, собирается народ. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, на ваши комментарии, но как и во вторник, хорошо посидели, поговорили, столько вопросов, столько ответов, ух, класс. Вот, сегодня у нас планировалось, да, посмотреть художественный фильм, достаточно, но культовый, да, в своем роде, называется «Мирный воин». Вот, те, кто его посмотрели, милости просим, давайте обсудим. Вот я его недавно пересмотрел и говорю о том, что как-то уже вот мне не так впечатляет он почему-то. Хотя мысли, конечно, интересные, там, ну, очень интересные идеи, хорошие, но уже не так. Вот. То же самое, например, а, самый лучший, я рекомендую вам, ребята, самый лучший, как я считаю, гангстерский фильм, да, или там бандитский фильм, или там про воров, про криминал, короче говоря, да, самый лучший. Да, рекомендую сериал «Семья Сопрано». Мне надо будет сейчас выкидывать из эфирчика, да, так, а потом опять подключать. Поэтому я буду иногда повторять те фразы, которые я говорил до того, как меня выкинуло. Ну, как-то так получается. Поэтому рекомендую сериал «Семья Сопрано». Самый лучший фильм про криминал. Самый правдоподобный, самый жизненный, самый такой, ну, настоящий, реально искренний. И причем там очень много юмора. Всем советую «Семья Сопрано». В переводе Гоблина. Посмотрите, да, чтобы там была именно такая нецензурная лексика, нормальная такая уличная, да, вся лексика. Посмотрите. Кому нравится «Семья Сопрано» или кто смотрел, те можете плюсик поставить, да, и значит мы на одной волне. То есть, если вам этот фильм нравится, и вы считаете его лучшим бандитским сериалом, то да. Потому что, откровенно говоря, все остальные фильмы про блатных, там, про криминал, это такая шляпа. Либо там пафоса очень много, замороченного, какой-то романтики, типа украл, выпил, сел. Ну, типа, крестный отец. Ну, блин, ребят, ну, конечно, да, фильм ничего, здорово сделан, все такое. Но вот этот пафос весь, к чему там все это, непонятно. А вот «Сопрано» прям вот по жизни очень классно. Такие бывают там моменты смешные про мафию. Так, кто здесь? Гедеон Пелюгин. А, Приходи, будем про фильм «Мирный воин» разговаривать. Как он тебе, понравился или нет? Александр Войнов, напиши мне тоже что-нибудь. Ты вообще смотрел этот фильм, вот про который мы сейчас говорим? «Мирный воин». Название «Мирный воин» как бы немножко может ввести в заблуждение. Типа этот фильм про этих про бойцов. Нет, там он про спорт тоже, про спорт, про тренировки, про молодых ребят, про самоопределение, чего они хотят от жизни, как они подходят к тренировкам. То есть там есть какой-то элемент такой насилия, что о них думает общество. И вот там один молодой парень, гимнаст, спортивная гимнастика, да, который там на брусьях, на кольцах, на коне, на турнике. И вот он там встречает одного странного такого чудаковатого мужчину с бородой, седой, да.
Вот. Типа такого сенсея загадочного. То есть местами напоминает этот фильм «Мальчика карате». «Мальчик карате». Помните, такой тоже культовый фильм? Вот. А это «Мирный воин». И вот он начинает с ним разговаривать, с этим парнем молодым, этот сенсей, учитель странный, который как-то оказывается на крыше или делает всякие чудесные вещи, или где-то там оказывается под потолком в спортивном зале, как Карлсон, да? Вот. И вот так слово за слово он его учит находиться здесь и сейчас, поэтому там очень много таких, знаете, как-то ассоциаций с дзен-буддизмом, с философией вот этих восточных единоборств. Очень много там такого параллелей таких есть. Ну и в принципе этот старичок, ну как старичок, пожилой мужчина, да, владеет какими-то там все-таки единоборствами. Там есть такой момент, да, когда парень на него бросил, он подошел к нему, говорит, ударь меня, говорит. Ну, тот, конечно, отникался, да я теперь его убью, дедушка. Ну, потом все-таки попытался его ударить, и дедушка там его скрутил, бросил и так далее. Всячески надругался над ним. Так, Александр Войнов, нет, не смотрел «Мирный воин», но если говоришь, что это посмотреть, то как время будет, то обязательно посмотрю. Посмотри, хороший фильм. Такой добрый. Но опять же, я когда его раньше смотрел, как-то он мне лучше вот зашел. Сейчас уже смотрю, как будто бы уже все знаю, не так интересно. Но если ты его первый раз будешь смотреть, то, наверное, будет интересно. Но такой спорный момент там есть, конечно. Так, ну Гидеон, ты где? Где же ты? Мой... Да, у нас всегда на прямых эфирах, в стримах всегда присутствует Гидеон Пилюгин. Вот, это прям генератор вопросов. И вот интересно пообщаться, где он. Потому что он недавно тут сам спрашивал, когда будет стрим по «Мирному воину». Вот, видимо, не дождался. А вот во вторник мы хорошо посидели, пообщались, да, и был вопрос такой, как я дошел до съемок на Первом канале. Был такой вопрос? Не знаю, сейчас присутствует этот человек или нет. Могу вкратце рассказать. Но я чувствую сегодня четверг. А вот вторник был гораздо более насыщенный. В плане, я имею в виду, участников. Вот интересно, почему каждые 5 минут YouTube делает такую штуку? Он выключает эфир и через 2 секунды опять включает. Если кто-нибудь проводит прямые эфиры, вот интересно, поделитесь, у вас такая же фигня? Ну, то есть экранчик тухнет, появляется надпись, типа да, эфир, что там прерван, а потом опять эфир включается. Не знаю, почему это происходит. Так, друзья мои, вот у нас все так, 7 есть. За лайки вам тоже огромное спасибо. Так, сейчас я вот посмотрю, кто у нас еще пришел. Ребят, кто есть в Инстаграме, сегодня в 20:00 в Инстаграме мы проведем совместный эфир с Максом Шрамковым, который сейчас в Москве остался за главного тренера по самообороне всей Руси. То есть это мой лучший ученик, коллега, соратник, партнер. Вот, поскольку я уехал из Россиюшки, теперь я живу в Словакии, в Братиславе, вот он остался там в Москве. И наш клуб самообороны 100% легендарный, он продолжает, так сказать, вести свою деятельность, он работает. Поэтому приходите, занимайтесь. Кто в Москве, кто в России, да, приезжайте в гости. Но сегодня в Инстаграме, пользуясь случаем, да, такая рекламная пауза. Мы сегодня с ним в Инстаграме, благодаря тому, что можно делать совместные эфиры в Инстаграме, мы с ним сделаем совместный такой стрим, трансляцию, прямой эфир, телемост Братислава, Москва. И поговорим на тему женская самооборона. Самооборона для женщин. Но мужчины, welcome, то же самое, приходите, послушайте. А потом уже там расскажете своим женщинам, как что. Мы там будем обсуждать различные мифы, стереотипы, шаблоны, ну, то есть такие заблуждения, иллюзии, да, такие неправильные представления о самообороне, о женской. Да? Хотя, в принципе, без разницы, женская самооборона или мужская самооборона. Если так по мне, так я не вижу особой разницы, ну, такой прям четкой конкретной разницы. Женщина, мужчина самообороняется и защищает свою жизнь. Или, в общем, неважно, по барабану.
Вы живой человек, вы живое существо, и вам нужно выжить. На вас нападают с целью там, изнасилования, убийства, ограбления, вас хотят покалечить. Повторяю, да, какая разница, если вы человек в первую очередь, мужчина, женщина, уже это второй вопрос, это не важно. И в вашей жизни угрожает опасность. Просто нужно защищаться. Какими способами? Любыми, доступными, но желательно эффективными. Поэтому я и говорю часто, нападайте на уязвимые места. Самооборона это не спорт, он не может быть благородным, там нет правил. Вы не просили на вас нападать. Это не добровольно, то что побей меня, я так хочу, чтобы ты меня избил. Это другое дело. Это, пожалуйста, есть БДСМ, садомаза. Занимайтесь на здоровье, если это по добровольному согласию. Нет вопросов, я не возражаю. То есть, лично мне это никак не угрожает, поэтому занимайтесь, окей. Если же это самооборона, и я не просил этого человека нападать на меня, то какие правила могут быть? Я просто буду выдавливать ему глаз, бить его в горло, бить его по яйцам, кусать, откусывать ему уши, нос и прочее. И всячески жестоко буду бить его до тех пор и грызть, пока он не прекратит свои преступные домогательства до моего драгоценного тела. Понимаете, да? Вот так. Не буду жалеть преступников и злодеев, злодейских. Так вот, да, это была рекламная пауза, и я зазывал вас на Инстаграм на совместный стрим по теме женская самооборона, хотя можно рассматривать широко, женская, так женская, мужская, мужская. Все едино, ребята. Короче, приходите сегодня в 20:00 по московскому времени. Мы там попробуем выйти. Вот. В Ютубе, если бы такой был совместный эфир, чтобы я мог сюда Макса подтянуть или еще кого-нибудь, то было бы интересно. Так, Александр Войнов. Спасибо за вопрос. Вопрос. Разрыв сухожилия левого плечевого сустава. Сейчас еще в локте сгиб плохой. Что посоветуешь? Это знаете, как врачи? Покой и обильное питье. Вот так они советуют. Это самое, как бы, ну, то, что я могу посоветовать, прямо, ну, как бы, не видя картину в частности, да, а так в общем. Травма из ударки. Так, значит так, разрыв сухожилия у нас имеется. Плечевой сустав. Окей, это, ну, в смысле, то есть, я понял, плечевой сустав и локтевой сустав. Одна конечность. 2 месяца покой. Ну вот, да, да. А что еще врачи посоветуют? Ну правильно. Потому что если вы будете делать резкие движения, но возможны рецидивы, возможны повторы. Сухожилие еще не достаточно хорошо там срослись, связочка еще не восстановилась и так далее, так далее. Поэтому вынужден покой должен. Ну как бы надо, необходимость такая, чтобы восстановление. А дальше, смотрите, наш организм, у него есть такая прекрасная вещь, как регенерация, ну, восстановление тканей. Вообще, в принципе, наш организм, он восстанавливается, он выздоравливает сам по себе. И главное ему не мешать. Вот как бы я сейчас просто издалека, так философски такие вещи говорю. Но это очень верные вещи. То есть мы не должны мешать своему организму приходить в себя, приходить в норму, восстанавливаться после каких-то травм, после каких-то болячек и так далее, и так далее. То есть это самое главное. Поэтому правильно, ну как бы нормальный сон, нужно спать. Это очень важная функция. Спать мы должны где-то 8 часов. Причем как спать? Желательно это, чтобы не было света. Недавно посмотрел здесь интервью у Джо Рогана, знаете, такие интервьюшки. И там один специалист как раз вот рассказывал там, по сну, работа мозга, как это все работает. Должно быть очень темно, что вас во сне ничего не тревожило, ну, вот в плане вот этих вот света, да, то есть свет мешает. Перед сном желательно не смотреть всяких телевизоров, всяких там телефонов, все, что излучает, да, это тоже влияет на мозг, это его немножко как бы будоражит. Вы нормально не можете выспаться. Дальше, должно быть тихо, то есть поменьше этих всех звуков, поэтому можно, я лично рекомендую, я так пользуюсь, беруши, знаете, такие штучки беруши, вы их в ушки раз, беруши в уши засовываете и прекрасно спите. Да, изоляция какая еще от света может быть? Специальные такие повязочки на глаза, вы их надеваете так вот, ну примерно так, и спите, и света меньше всего попадает. Даже если там у вас занавески или отсутствие занавесок
Поэтому вы надевайте повязочку на глаза, беруши в уши. Короче говоря, это сон. Вы просто хорошо спите, нормально. И ваш организм быстро восстанавливается, мозг. Далее, питание, конечно же. Нужно питание. Ну, как бы необходимые вещи. Белки, жиры, углеводы. Понятно, да? Больше белков теперь, конечно. Да и вообще, в принципе, желательно лучше белков. Потому что это, еще раз, да? Белок это строительный материал для ваших мышц. Поэтому вы должны кушать белок. Что такое белок? Где он находится? Творог, яйца, там, молоко, мясо, рыба. Ну, вот такие все вещи, да? Орехи, там, семечки и так далее. Жиры обязательно нужно кушать жиры, но желательно, конечно, правильные такие здоровые жиры. Все, овощи, фрукты. Короче, тут все понятно, все доступно. Поэтому сон, питание. И это то, что мы не мешаем просто организму восстанавливаться. А теперь как мы можем помочь ему немножко И здесь, конечно же, сразу всплывает в голове слово массаж. Правильно? Что такое массаж? То есть, вот смотрите, допустим, у вас травмировано плечо. Здесь идет застой, здесь идет нарушение нормальной функции этого сустава. А что такое нормальная функция? Это когда кровообращение там нормально. Кровообращение, кровоток, когда кровь доставляет сюда питательные вещества, всякие разные микроэлементы и так далее, так далее. И здесь все в порядке, если это плечо здоровое. Если оно травмировано, там возникает застой. И нужно как бы усилить сюда кровоток. Понимаете? Лимфоток, кровоток усилить в больное место, чтобы оно быстрее стало восстанавливаться и питаться кровью, питаться всякими разными полезными веществами и так далее. Поэтому массаж, вам же нельзя сейчас резких движений делать, да? А массаж это в принципе та же самая гимнастика, ну, пассивная гимнастика. Вот массаж это нормально, на самом деле пассивная гимнастика. Вы просто массируете, да, и усиливаете здесь кровоток. Понимаете? Просто сами себя мнете, сами разминаете. Сначала поглаживание, как нас учили в институте физкультуры, у нас были курсы массажа, да. Я могу работать массажистом. Поглаживание легкие, потом вы начинаете разминаться поглубже, поглубже. Но опять же, в зависимости от того, какие у вас болевые ощущения. Если вам очень больно, то может поглаживание пока и стоит, ну, ограничиться. А потом потихонечку, да, вы начинаете пальцем проминать, массировать. Хотя бы 5 минут. Ну, 2-3 раза в день. 5 минуточек погладили себя, помассировали. Мне кажется, это психологически воспринимается телом, как мой хозяин обо мне заботится. Вот. И таким образом восстановление будет быстрее. Вот. А так желаю скорейшего, Александр, тебе восстановления, выздоровления. Ну и, конечно, не делать резких движений. И насчет продолжай ходить на тренировки, но просто старайся эту конечность, которая больная, которая пока еще не восстановлена, зафиксировать. И работает другой рукой, работает другой ногой и так далее, и так далее. То есть заниматься нужно, но просто сейчас вы будете заниматься одной стороной, что в принципе даст возможность этой стороне восстановиться, а этой стороне больше прокачаться. Может быть даже, то есть воспринимайте какие-то свои травмы как возможность роста ну, как бы усиленной нагрузки. Повторное подключение написал мне YouTube, и он меня опять включил, да? Итак, травмы из ударки, пишет Александр Войнов, 2 месяца покой, прописали массаж, ну вот, про что я сейчас говорил, мази, хорошая тема. Мази, хотя бы они делают хотя бы отвлекающие действия. Ну, когда больно, они начинают немножко помазали, да, там жжет, печет, или наоборот холодок, отвлекает. Баню, баня, прогревание, опять же, да. Ну вот, баня, прогревание. Прогревания пока нет, из-за карантина, они закрыты. Смотри, вместо бани просто ванны. Не знаю, посоветовали тебе или нет. Ванну, наливаешь в ванну горячей воды. Ну или там сам залезешь, а потом наливаешь воду, чтобы можно было, да, там уже привыкать к этой температуре. Она не должна быть сильно горячая, должна быть нормальная, но достаточно горячая. Вот. И если есть морская соль, высыпаешь в пакет морской соли, ну или сколько там, я не знаю, несколько ложек, перемешиваешь. И вот в этом растворе, в принципе, ты находишься. Есть там всякие разные с добавлением всяких травок, цветочков, там, лепесточков. Очень кайфовая вещь. Прям чисто по-японски, да, такая баня, фуро у них в бочках, да, вот у японцев. Значит, соль, какие-нибудь там, я не знаю, ромашки или лепестки роз. Вот, и просто кайфуешь, балдеешь. Вот тебе вместо бани такая ванна, тоже нормально. Такая солевая ванна с всякими разными ароматами.
Сон это как зарядка батареи для человека. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Послушайте, да, вот интервью Джо Рогана, этот человек, который рассказывает все про мозг, про сон, как алкоголь влияет на вашу работоспособность, там, травка, ну, марихуана, как на это, очень интересно. Может быть, даже у нас такие вопросики какие-то появляются, и я их должен записывать, чтобы потом под этим видео сделать ссылочки на то, что, о чем мы говорим. Ну или какую-то тему опять развить новую. Итак, я вам дам ссылку, друзья, прописываю вам интервью, как я на доктора сейчас похож, да? Вот, интервью Джо Рогана. У Джо Рогана про сон. Посмотри. Да, это как батарея для мозга. Ну, если так вкратце, да. А так, там на самом деле очень много интересных научных фактов. Там и на выносливость все это влияет. То есть, если вы не доспали тупо, да, у вас там прям несколько процентов снимается выносливости, там силовых показателей, реакции, быстроты и так далее, и так далее. То есть, спать просто необходимо. Так, хочу отказаться от мяса осенью. Что можешь сказать по этому поводу? Так, переходим к следующему вопросу, Александр. Насчет мяса. Есть очень много всякой разной теории, об этом можно посмотреть, послушать, почитать. Из моего личного опыта, я как бы люблю больше, как я сам думаю, как я сам считаю и что я сам пробовал. Так, мне кажется, интереснее будет ответ. Так вот, я, ребята, как-то раз в течение года я был вегетарианцем. И я не ел мясо. Какие мои ощущения, друзья? Вот, Александр, да? Если ты перестанешь есть мясо, я надеюсь, что ты почувствуешь такую же легкость и бодрость в теле, как я когда-то, когда я тоже вот не ел мясо и был вегетарианцем. Мне понравилось. На самом деле, а, оказывается, да, ты узнаешь, что помимо мяса, потому что нас мясом слишком много кормят. Я не знаю, то есть наша вот эта вот культура, она настолько, блин, зажралась, что мы это мясо кушаем каждый день. В виде котлеток, в виде там фрикаделек, пельменчиков, там птица это уже курица, не мясо, блин, и так далее. Слишком много. Вот представьте себе, раньше, когда не было холодильников и негде было хранить мясо, человек не ел так мясо в таком количестве и так часто. Поэтому, мне кажется, вполне естественно, если вы кушаете мясо, ну, как бы вы не вегетарианец, ну, там, раз в неделю, два раза в неделю, ну, нормально, но больше каждый день это уже перебор. Поэтому я хоть и ем мясо сейчас, но стараюсь его так часто много не есть. К тому же оно очень долго переваривается, понимаете, да? И чем вы старше становитесь, тем вы лучше понимаете, что ваш организм, ему приходится тратить на это вот переваривание слишком много энергии, и все это застаивается, и как бы, ну, в общем, это не легкая пища, она не очень хороша. А еды-то сейчас хватает, ну, в принципе, достаточно. И вы понимаете, что есть кроме мяса очень много, масса других видов питания, которые очень вкусные, приятные и полезные. И быстро перевариваются, не носят вам никакого вреда. Поэтому попробуй, это здорово. Просто это такой опыт, который, ну, ты сам поймешь. Может быть, тебе не понравится, ну, туда будешь опять же кушать какое-то мясо. Я не был веганом, а я был просто вегетарианцем, причем это называется лакто, лакто-вегетарианцем. То есть я кушал молоко, я кушал творог, яйца, да. А вот те продукты, которые именно мясо, те, которые называются мертвой плотью, да, там, где присутствует элемент насилия, ну, то есть вот какое-то время я вот это вот все отрицал и попробовал себя медитация, випассана, такое сатва-сатва, все такое светлое, приятное, чистое, легкое. Вот, это мне было по кайфу. А теперь попробуй, Александр, ты стать великим Буддой. Так, попробуй осенью. Да начни уже летом. На самом деле, вот да, про отказ от мяса. Почему осенью? Мне кажется, надо где-то пробовать уже в июле, в августе. Представляешь, сколько будет фруктов, всяких разных овощей, вот этих, ну, орехов, семечек, всего будет навалом. Мне кажется, в этот момент проще отказаться, исключить вот этот как бы компонент пищи, который уже у нас вот просто он регулярный, традиционный, мясо, 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 мясо. Поэтому, может быть, даже раньше можно попробовать. Так, благодарю за... Прям прерывайте. Так, Александр Войнов пишет. Ванну недавно начал делать, а вот добавки не делал. Сделаю с следующего раза.
Да, ванна просто сама по себе, она как бы хороша, просто там температура воды, которая вам позволит, опять же, да, усилить кровоток поврежденным местам и усилить питание. Все, механическая штука, да? Но если вы туда добавите еще соли, если вы туда добавите всякие приправки и прочее, прочее, это будет как бы еще дополнительный эффект. В общем, кайфушка. Вот такое мое мнение. Так, друзья, Гедеон Пелюгин, ты пропал, друг мой. Ну как же так? Я хотел послушать тебя про мирного воина. 17 лет парню, и интересно, потому что там как раз фильм идет речь про, по-моему, лет по 16, по 17 молодые спортсмены, гимнасты. Как он в этом возрасте заходит? Интересно. Так, Александр Воинов. А чем ты занимаешься, скажи, пожалуйста? Просто интересно. То есть, это ударка, а что ты как практикуешь? Какой вид? Так, записалась, ссылочку даю. Окейшки. Так, ну, видео он где-то заблудился, видимо. Вот эта тема, которая мужик, мужчина и женщина, баба, она оказывается такая непонятная, ну как бы заинтересовала, в общем, народ. Такие споры у нас возникли там, да? Надо, наверное, прям подробно, да, с примерами, с какими-то, с иллюстрациями. Или пригласить, я не знаю, какого-нибудь знатока русского языка. Кстати говоря, надо просто самому, может, почитать, откуда все это есть пошло. Ну, как я говорю, муж, это вот корень, в словацком языке муж это просто мужчина, а жена это просто женщина. Хотя есть в Словакии здесь какие-то бабенки или что-то такое есть, да. Такие. Ну, это разговорное, просто как-то просто речи. Вот, поэтому все, сейчас я зашел у себя на страничку в Ютубе на ноуте, посмотреть комментарии. Может быть, я оттолкнусь от каких-то вопросов, которые мне задали в комментариях. Я регулярно проверяю ютубчик, сюда захожу. Активизировался, просто давненько мне так не плющило. А, вот мне понравилось. Тут написал Макс Варвар. Написал мне комментарий. Ты знаешь, мне неприятны такие слова, они меня оскорбляют, а если ты скажешь еще несколько этих слов, то получишь рыло. Возможно, даже ногами. Смайлики. Вот это он мне написал комментарий под видео, отвечает ли на оскорбление силой. Помните, вот недавно свеженькое видео я выложил. Вот, я ему написал, ну да, примерно так. Спасибо за комментарий. А он продолжил. Бить за слова – это уголовная психопатия. Правильно сказал. Реагировать действием нужно только на физическое действие. Если очень хочется отхерачить плохого человека, можно оскорбить его в ответ словами на слова, спровоцировать его на нападение и вырубить. Формально все будет по закону. Вот. Я написал, все верно, о чем я и толкую. На слово отвечать словом, на удар ударом. Макс Варвар продолжил. Надо помнить о том, что сейчас в городе много видеокамер. И в конфликте ими будет снято нападение на человека за его слова. То есть он что-то сказал, получил удар, напавший уже не сможет отмазаться. Законом не разрешено бить людей за слова. Мгм. Ну и законом, и как бы такой человеческой логикой, да, правила общения, правила поведения, как это называется, ну, мораль, справедливо ли, да, то есть если вас бьют, то вы как бы вправе вполне справедливо бить тоже, но если вас обзывают, то вы должны как бы адекватно реагировать, тоже словом можно как-то, да, как это у Александра Глебовича Низора, искусство оскорблять, так он любит такое выражение. Законом не разрешено бить людей за слова, хотя по справедливости наказывать за гнилой базар нужно, ибо нехуй. Ну вот, да, с одной стороны, да.
И здесь как бы момент такой, почему мне кажется, что вот там, где есть оружие, или та культура, которая начиналась, которая зарождалась на том факте, что у многих было оружие, мне кажется, там больше вежливости, больше аккуратности такой. Пусть формально, да. Ну, например, Америка, да, возьмем Америку. Пистолет. Кольт как там уравнял права, помните человека, да? И поэтому там люди вежливые, есть у меня такая гипотеза. Они улыбаются друг другу, говорят здравствуйте, пожалуйста, до свидания, спасибо. Вот. А где люди не фильтруют базар, да, и у них нет оружия, они не могут, в принципе, поставить за себя и тут же дать ответ. Кстати говоря, вот это еще такой момент в самообороне есть. Вы как бы сами берете на себя элемент правосудия. А в последнее время во всех странах практически, ну и это нормально, так развивается цивилизация, власть государства, то есть государство, оно берет на себя функции, в том числе применить насилие. То есть оно как бы дает себе такое право. А у гражданина это право забирается. Поэтому самооборона с точки зрения государства это самосуд, это применение насилия как бы, ну, произвольно, человек самостоятельно действует. А это как бы не устраивает государство. Им это не нужно, да? Это нарушение какого-то порядка, договора. Там. Это как будто вы забираете у государства кусочек их власти. А власть, она, в принципе, на этом насилии, она и зиждется. Власть это насилие. Понимаете? То есть государство это просто закрепленное такое насилие, которое по факту так и есть. И все функции там применить какие-то силовые акции гражданам, это можно только властям, только силовым структурам. Типа по закону так. Поэтому, конечно, самооборона, она тут немножко в разрез идет. И поэтому так косо смотрят. Особенно в государствах, которые такие, диктатура, там, понимаете, там не уважаются эти права человека и так далее. Потому что, ну, все-таки нужно давать людям какую-то свободу. Как раньше было, помню, за оскорбление, вот за оскорбление брали перчатку, по лицу и бросали перчатку. Значит, бросить вызов, бросить перчатку. На дуэль. И тоже базар фильтровался, я вот уверен почему-то. Потому что ты не так слово сказал, не так что-то там ляпнул, да? И ты можешь быть застрелен на дуэли. На дуэли. То есть был такой, да, институт дуэли. Либо заколот шпагой. Выбирайте оружие, да? Пистолет, шпага, там, я не знаю, на кулачках. Как угодно. Поэтому так. Поэтому, мне кажется, это влияет на нашу вежливость. Если люди сильные, если у них есть крайние аргументы, если у них есть оружие, то по факту будет гораздо вежливее общество и будет выше культура. Ну вот так. Это мое мнение по поводу легализации, кстати говоря, оружия огнестрельного. Ну и вообще попроще к этому относиться. Конечно, не всем давать, конечно, ну, проверять надо, там, кто, что, может там псих больной какой-то, сумасшедший. А так нормальные граждане должны иметь оружие, вот, чтобы могли сами себе. В общем, я за легализацию, да, оружия, потому что это дает не только свободу, но в принципе это и общество воспитывает в правильном направлении. Это делает общество более культурным, более воспитанным, более вежливым, потому что они учатся оценивать степень своих слов, будет меньше оскорблений. Короче говоря, по блатному это учится фильтровать базар. Потому что еще получишь пулю, блин. Вот так. Так, что, ребят, есть у нас еще вопросы? Александр Войнов, так и не написал ты мне, чем же ты занимаешься таким? Где тебя плечо травмировали? На какой такой ударке? Наверное, в ванную пошел принимать. С солью, с морской. И массаж, кстати, тоже можно делать. Все, и ты где-то за месяц точно уже полегче будет. Потому что эта штука помогает. Кстати говоря, да, сразу даю вам лайфхак, кто занимается единоборствами, да или не только единоборствами, спортом, там, да и вообще просто так, знаете, бытовая какая-нибудь ситуация может случиться.
Все, что вы, допустим, свое тело где-то ушиб получили, или потянули, или порезали, в общем, любая травма, маленький секрет, но очень полезный и большой. Снимает 50% последствий, да, и у вас не будет на следующий день там каких-то там кровоподтеков, там опухоль и так далее. Ребята, сразу холод, то есть нужен мороз. Если вы дома сразу лезете в морозилку, достаете там, не знаю, пельмени, или там, я не знаю, лед, у кого там, что там в морозилке хранится, и, короче, вот этот мороз, вот этот лед на больное место. Причем, чем вы быстрее сделаете это после получения, ну, какого-то ушиба, травмы, тем будет лучше. То есть сразу холод. Вот такой маленький секрет. Если зимой, вообще прекрасно. Снег, значит, пакет насыпали и хорошо тоже работает. Ну, а если этого ничего нету, просто под кран, под холодную воду, включайте холодную воду и, я не знаю, что там ударили головой или там рукой, держите там достаточно долго. Минут 5, я думаю, нормально будет. Все, и на следующий день у вас нет таких вот синяков, да, вот бланшей таких. Ирина Яникеева пишет, какая-то студия со своей заморочкой. Что за студия с своей заморочкой? Некоторые комментарии я, честно говоря, не понимаю. Ну, такое ощущение, как будто бы, знаете, люди перепутали кабинет, да, зашли не туда, что-то там сказали и ушли, вот, хлопнув дверью, или оставив ее открытой. Зачем заходил, непонятно. Как нужно, ребята, правильно себя вести? Ну, вообще, в комментариях, в общении. Потому что я не думаю, что должно прям сильное-сильное отличие от общения в реальности и в онлайне. Оффлайн, онлайн. Ну, в принципе, не должно быть очень много таких различий, да? Например, в реальности я не могу тебя нахуй послать, да? А зато в онлайне я тебя нахуй посылаю легко и неоднократно. Как-то, мне кажется, это неправильно. Какое-то раздвоение личности, правильно? Если ты, ну, человек целостный, да, искренний, настоящий, честный, так и веди себя так же, ну, одинаково примерно, да? Единственное, что я допускаю в онлайне, но я немножко не заморачиваюсь грамотностью. В плане там могу запятую не поставить, просто не ставлю. Или, допустим, заглавную буковку могу не поставить. Я считаю, что в интернете, ну, как бы, я дал себе такое право немножко не заморачиваться правописанием, да? Нет, пишу-то я правильно, у меня практически нет ошибок, у меня грамматическая, природная грамотность. То есть, генетика, я граммар нации практически. Но я имею в виду всякие эти запятые, пунктуационные всякие вот эти вещи, я как бы могу ими пренебречь. Или там с большой буквы, зачем писать, если можно так с маленькой что-то написал. Это же вам не какая-то повесть, там, книга. Ты просто быстренько отвечаешь на какие-то комментарии. Главное, мысль-то понятна. Главное, что таких грубейших ошибок нет. Ну, типа, там, не знаю, комментарии. Понимаете? Не комментарий с 2М, а комментарий. Вот это, конечно, корябает. Так вот, про общение. Если вам есть что сказать, обратитесь вежливо, скажите здравствуйте, приветствую, добрый день или так далее. Потом скажите, вот тут такой-то момент, мне он типа не очень-то нравится, я считаю, что это не так. Так неправильно. Критикуя, предлагай. И потом вы пишете какое-то свое, ну, свое мнение, свое предложение по поводу того, а что вы предлагаете. Ну, например, все это херня, самооборона для женщины не, типа, не рулит. Женщина самооборона вообще, она не может ответить мужчине ничего. Ну окей. Накакал, значит, и убежал. А что предлагаешь-то? Ну как бы, ну вот на женщин нападают. Такие случаи бывают. Их насилуют, калечат, убивают. Вот что ты, комментатор, который говорит, что женщина бесполезна сразу с мужчиной, вот кроме этого комментария, вот этого высера, что ты сказал? Что ты предлагаешь конкретно? А что делать, когда на твою маму будут нападать, на твою жену, сестру и так далее? Каким образом? Какой ты дашь совет, какой ты дашь рекомендацию? Никакой, просто скажешь, что это все бесполезно. И чё? В этом заключается, мне кажется, тупость большинства комментаторов, которые просто насрут. Херня это все, говно это все, понятно? Ни хера это не работает. И исчезли. Гондурасы. Типа утвердились, блин.
Это же выглядит очень глупо, но со стороны посмотрите. Ребят, ну мозгов нету, сразу же заметно. Предложение, пожалуйста, ваше. Конструктивное, рациональное. Что делать женщине? Чтобы она справилась с преступником, с насильником. Или, блядь, это терпеть вы предлагаете? Терпилы. Это я к комментаторам тупорылым, которые. Так, я не пойму, что такое, ребята? Где чат? Где комментарии? Где вопросы? Отсюда делаем вывод. Вторник более продуктивный, что ли, в плане любознательности и вопрошания. Куда все ушли? Карантин закончился, что ли? Все пошли на работу? Окейушки. Сколько у нас сейчас? Ага. Добрый день, пишет 215 Fight Club. Ну, привет, привет, добрый день. Спроси меня, Fight Club, как? Что? Или как у тебя? Чем занимаешься? Я вот сижу здесь и читаю ваши комментарии, отвечаю на них, вопросы ваши. Смотрю, отвечаю. Про вежливость рассказываю. Мне кажется, что в основе самообороны, ну как бы в основе нормального общества, в котором самооборона будет редко-редко применяться, нужна вежливость, нужна культура, учение, свет, образование требуется, понимаете? Образование. Нужно людей учить, как общаться друг с другом, понимать себя, понимать других, договариваться. Учить их культурному поведению, задумываться о языке, о словах, что они выражают, какие смыслы, что такое ассертивное поведение, как правильно общаться так, чтобы не было вот этих вот конфликтов и так далее. Ну, да, выбирайте меня президентом, у меня есть план, да. Он многим не понравится, конечно, но будет очень хороший эффект. Очень хороший эффект. Телевизор запретить? Нет, телевизор не запретить. Просто категорически полностью поменять всю, так сказать, линейку контента, какой там есть. Так, Fight Club. Ага, вот, Макс, хороший контент, пишет 215 Fight Club. Спасибо большое. А уточни, пожалуйста, ты имеешь в виду контент? Мои прямые эфиры, которые я стал вести, ну вот недели две, там три, вот так вот, с карантином как-то это все совместилось, да, карантин меня подтолкнул, чтобы я вел прямые эфиры. Либо просто какие-то выкладки, там, типа учебные, смонтированные видюшки, там, приемчики показываю, еще что-то такое. Что тебе больше нравится? Прямые эфиры? А, в целом, ну вот круто. Я тоже так подумал. Потому что одно дело смотреть постоянно какие-то видюшки и приемы, а другое дело, когда можно просто как, почти как ну, вживую, да, вживую пообщаться. Это, мне кажется, прикольно. Поэтому я увеличил сейчас долю своих прямых эфиров, своих трансляций. Вторник и четверг я здесь просто сижу и разговариваю с вами, отвечаю на ваши вопросы, либо вас спрашиваю о чем-то, да, и рекомендую. А по субботам, по субботам, да, я читаю свою книгу «Самооборона в городских джунглях». Ну, главку беру одну или две главы и читаю ее. Спокойно, не спеша. И рекомендую вам скачать эту книгу бесплатно на моем сайте самооборона.орг. Полная. Читайте вместе со мной эту книгу, у вас будет полное понимание, как я себе представляю самооборону и как я рассказываю про эту самооборону людям и что бы я хотел, ну, чтобы люди поняли вообще о самообороне, чтобы эти все вот эти мифы, всякие разные стереотипы, заблуждения, кыш-кыш, пошли прочь. В общем, чтобы люди стали образованные в области личной безопасности и самообороны, но и в плане повышения своей собственной уверенности и достоинства, и чести. Вот там все об этом. Там есть прекрасный психотренинг, называется 21 шаг навстречу уверенности. Это который у нас был на курсе «Хищник». Такие прикладные упражнения, чтобы стать поуверенней. Поэтому рекомендую. Так, это по субботам. И, короче говоря, спасибо Fight Club за лайк. И, короче говоря, вот такой контент. Вы можем и как бы вживую пообщаться, или какие-то такие. Да, параллельно еще я буду забрать всякие приемы, всякие разные упражнения, отжимания, приседания,
как бить в лапу, как бить мешок, как защищать голову и так далее. То есть тут тоже очень много. А когда появится возможность вести совместные эфиры, допустим, вот здесь вот мое лицо, да, в этой части экрана, а здесь лицо еще одного человека, с которым я веду беседу. Понимаете, да? То это будет вообще круто. Будет новый, так сказать, новая рубрика. Типа, а поговорить. То есть я спросил, он ответил. Вот таким образом. Поэтому просто ответы на вопросы в прямом эфире, поэтому просто читаем книги, поэтому вот еще ждем совместные эфиры. А поговорить есть с кем, ребята. Всех достанем со всех точек мира и расспросим с пристрастием насчет самообороны, насчет личной безопасности, насчет жизни вообще в целом, как жить свободным людям на этой планете. Потому что самооборона, в первую очередь, это мое личное мнение, друзья мои. Самооборона нужна только свободным людям. Так, Fight Club пишет, удачи, так держать. Спасибо большое. Спасибо большое и того же самого тебе удачи. Так, а я продолжу мысль, что самооборона только для свободных людей. Кто любит себя, любит свою свободу, независимость, кто хочет быть самостоятельным, для того самооборона и нужна. А кто терпила, кто себя не любит, не уважает, кто зависит от чьей-то воли, прихоти, тому самооборона не нужна. Ну, я говорю о тех, кого это устраивает положение вещей. Если сейчас есть человек, который находится ну, как бы в неволе, да, в каком-то подчинении, но ему это не нравится, он хочет это изменить, тогда я для этого человека сделаю все, помогу ему, расскажу и покажу, что нужно. Чтобы этот человек сделал шаг в сторону свободы, в сторону независимости. А если, ребята, вас всего устраивает, то это не ко мне. Это не ко мне, это к товарищу Путину идите. Он вас научит, духовные скрепы, там все такое. Иерархия, вертикаль власти, ну и вся такая хрень, да, которая нас кормит уже вот 20 лет или сколько. А до этого, блин, строили что-то недостроенное, типа Советский Союз, ну и прочее. Хотя на самом деле я хоть и против Советского, так сказать, Союза, да, какой он был, потому что я там жил, но то, что происходит сейчас, вот время правления Путина, это гораздо хуже, ребята, гораздо хуже. Уж лучше то выбирать, понимаете, чем вот это. Потому что мы и до коммунизма не дошли, строили социализм, но не дошли до коммунизма. Не достроили, бросили. Пошли в сторону капитализма. Но мы и до капитализма не дошли. Мы где-то застряли вот так вот где-то вот между тем и этим, блин. Гибрид, Евразия, понимаешь ли. И все. И застопорились, и сейчас тонем. Тонем, 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 не потонем. Так. Вот Гедеон не пришел ко мне сегодня, Гедеон. Я не знаю, как теперь жить. Добро пожаловать в чат. Не забывайте конфиденциальность своих данных, соблюдайте принципы нашего сообщества. Так. Пока не вижу. Пока не вижу в прямом эфире вопросов. Поэтому пока, наверное, я буду читать комментарии моих дорогих подписчиков, которые уже написали ранее. Мужик, мужской род, мужчина, женский. Так утверждали психологи нашего времени. Пишет Белов Дмитрий. Утверждали психологи. Ну, вот видите, то, что как раз тема задела всех за живое. Мужик. Ну, я уже рассказал, да, мужик для меня это негативное. Хотя, если так подумать, кстати, мужик, да, корень муж. Берем этот русский язык и разбираем. Ик это, видимо, суффикс окончания. Что это такое? Муж ик. То есть муж это полное
наименование. А мужик, это, видимо, такой маленький муж. Маленький муж, мужик, мальчик, маленький мужик, маленький муж. А откуда слово баба взялось, тут уже я не знаю, ребята. Это совсем другое. А мужик, ну просто это искореженное слово муж. Достойный муж, да? Не мальчик, но муж. Это звучит уже серьезно. Так, согласен с вами, будем мужчинами. Пишет мне Тони Фергюсон. Ну, Тони Фергюсон, он реально крут. Неправильно поэтому говорит, да, будем мужчинами. Окейшки. Тут еще где-то были такие жареные комментарии. Толковый ответ. Найдите все силы сделать шаг вперед, и дальше сам пойдет. Ага. Так, я смотрю чатик еще раз. Нет, Гедеон не появился. И никто больше пока не появился. Александр Войнов и Fight Club. Хорошо. Кто карате занимается? Я когда давно занимался карате, очень долго. И представляете, тело до сих пор помнит эти движения и делает их само по себе, пока вдруг мозг не обнаруживает, что вы делаете что-нибудь типа. То есть настолько это было впитано в мышечную память, все эти движения, вся эта культура, что до сих пор остается и как бы кайфуешь, да, от этого. Такая гимнастика база, да? Хотя потом я, отошел от этой динамики, да, перешел уже более такой динамичную такую вещь, типа бокса, но все равно. Вот, и мне нравятся такие сочетания, да. Я считаю, что раньше заморачиваться по этому поводу, типа, правильный движок, неправильный движок. Мне кажется, если вы серьезно занимаетесь эти паути единоборств, то нужно изучать разные движки. Там попробовал, здесь пощупал. Только так серьезно, не просто так, знаете, херня это все. Про то, что я говорил, да, про комментаторов в интернете. А нужно попробовать все-таки. Знаете, как эта история дзен, да? Опустошить свое сознание для того, чтобы туда попало что-то новое. То же самое здесь. Вот мне пишет Вадим. Привет, Макс. Слышал что-нибудь про шоу Дао? Слышал, конечно. Причем я давно уже это слышал, шоу Дао. Насколько я знаю, сейчас шоу Дао уже нету. А раньше оно было достаточно популярное. Прям какие-то журнальчики выходили, планета, боевая планета и что-то такое. И насколько я даже помню, это шоу Дао придумал Дмитрий Медведев. Но не тот, который с нашим Дмитрий Медведев, а такой, видимо, нормальный Дмитрий Медведев, не премьер, короче говоря. Такой вот мужчина крупный, такой, как Стивен Сигал наш русский. И вот он шоу Дао, это, видимо, придумал, разработал. Я читал пару его книжек, смотрел его какие-то там учебники вот этого Медведева. Потом, видюшки какие-то попадались, да. Давно это было. В то время, когда это только начиналось. Вот шоу Дао появилось. Были книжечки такие, тоненькие. И там вот это все выпускалось. Вот я читал его книжку шоу Дао, как он получил эти знания. Ну, там как бы такая классическая, я так понимаю, история мастера, создателя этого стиля, который где-то это услышал или узнал, его научил какой-то таинственный незнакомец, как в фильме «Мирный воин», который мы сегодня так и не обсудили толком. То есть какой-то таинственный мастер научил его, показал ему, раскрыл его, так сказать, сознание, замотивировал его и простимулировал его чакры. Ну, короче, знаете, это ахинея вот в духе традиционных единоборств восточных, когда начинают всякие сказки, легенды, мифы сочиняться, мемчики берут и так вот, комбинируют их, как вот Аяма быка за рога, ломала ему рога и так далее. Вот так же это шоу Дао. Интересные мысли, интересная тема в плане того, что это шоу Дао, чем хорошо, мне понравилось лично, прям то, что там воздействие на болевые точки, там пальцами давят в глаза, захваты за кадыки, захваты за мошонки. Мне понравилось в этом шоу Дао. Я называю это просто авторский продукт. Как этот человек назовет, уже по барабану. Название может, это как бы оберточка такая, да?
Я мог бы назвать свою самооборону, не знаю, не самооборону, а Макса Карате. Или Карате Максудо. О, Максудо. Нормально звучит, да? Максудо. Карате. Вот. Остаться либо в том же самом белом кимоно, в котором я занимался карате долгие годы. Ну, я не знаю, какие-нибудь нашивки там сделать, вручить себе какой-нибудь самый-самый черный с красными полосками пояс и сказать, я теперь вот типа вот так вот. И мне это знание было передано в Тибете, или там в Шаолине, и, блядь, где-то там, да, передано. Ну нахрена? Я считаю, что человек либо сознательно делает такую, как сказать, миф, такую легенду создает, сознательно, либо, блин, он крейзи, знаете, как этот чхарек. Такой искренний человек, мне кажется, он никого не обманывает. Ему просто по кайфу, его бред, он немножко ненормален. Но ничего, это то, что люди ненормальны, это нормально. Понятно? Тем более таких фриков очень много в единоборствах. Ну, вообще-то, в принципе, так вот, бить кулаками об стенку там или об какую-нибудь макевару. Это... Поэтому, конечно, там очень много всяких странных людей. К тому же, если бить друг друга по голове, то это тоже не приносит здоровья. И не приносит больше вам ума и интеллекта. Поэтому про шоу Дао, да, я слышал. Мне понравилась концепция, она близка к самообороне, но не понравилась вот эта вся мишура, которая вокруг. Да, вот Вадиму я ответил про шоу Дао. Если ты меня понял про шоу Дао, то поставь мне плюсик. А если ты не понял, и у тебя есть какие-то еще вопросы дополнительные, то спроси меня об этом. Потому что про шоу Дао именно Медведева, правильно? Шоу Дао. Мало ли чего, каких-то слов. Сейчас же очень много слов. Когда я учился в институте физкультуры и писал дипломную работу по поводу карате, я же занимался там этим боевыми единоборствами, у меня диплом тренера-преподавателя по единоборствам. Плюсик. Вот, да, это он, да? Значит, Медведь. Плюсик поставил мне Вадим. Сейчас про него ничего не знаю. Если ты знаешь, что с ним, то, ну, скажи, интересно, а что он сейчас делает? Чем он сейчас занимается, этот Медведев, шоу Дао? Мне кажется, он раньше был достаточно успешный такой у него продукт. Да. Вот, я же пошел в другую сторону. Я пошел в сторону от восточных единоборств. То есть сам я там, конечно, восточник, я там, блин, с головой был в свое время, но потом я стал секуляризироваться и европеизироваться. То есть я стал, ну, как бы не надо вот этих вот наслоений восточных, всяких разных там вот этих сказок, вот этой шелухи и около, хотя люблю, да, все это. Но уже более рационально подойти к вопросу единоборств, понимаете? То есть вычленить именно то самое рациональное зерно, для чего люди занимаются единоборствами. И оказалось, так для меня, что вот и Гедеон появился, и оказалось, что ядро всех единоборств это все-таки самооборона. Нужно себя защищать, ребята. Ну вот и все. Вот с этого человек начал как бы думать, блин, а как так рукой закрыться, или отбить, или дистанцию держать. И пошло-поехало. То есть ключевой момент мотивации занятия единоборством это все-таки самооборона, самозащита. И это нормально. Вот, и я все лишнее убрал, вот эту шелуху все, и занялся в чистом виде самообороной. Без всяких там, наши деды вот так вот воевали, и мы должны вот так вот тоже вот с копьями, там в рубахах, там, в косоворотках, там, да. Корейский стиль. И вот эта вся конкуренция началась. А вся эта конкуренция, она же, в принципе, как рыночная, вот это все, наш рыночный мир движется. Стало популярно тэквондо, пошло, значит, корейская экспансия, культура, Корея стала распространяться, выписывать сенсеев, всех этих учителей, покупать эти добоки, ну, эти кимоно имеется в виду, спортивные ги, как в карате, да? Было модно на японское все, пошло дзюдо, карате и так далее, так далее. Таиланд стал модный тайский бокс, конечно же. Все, стало это распространяться, кемпы открываться, продаваться перчатки, трусы и так далее. А нам не хватало чего? Русского стиля. Пошли, давайте выдумать всякие сказки, там казаки, наши пластуны и так далее. Вот, я решил всего этого сразу избежать и заниматься чистым дзеном. То есть форма не важна, главное суть. Поэтому, может быть, с точки зрения маркетинга не очень правильно, но зато с точки зрения искренности и честности, мне кажется, это правильно. Итак, Гедеон появился. Привет, Гедеон. Гедеон Пилюгин спрашивает, скажи, пожалуйста, а почему Сократ был недоволен
успехами главного героя, когда он покорил коня. Все, помню эту сцену. Знаешь почему? Сократ был бы доволен, что герой был успешен и покорил коня. Ну, спортивного коня имеется в виду, да? Когда он там сделал номер классно. Если бы он продолжал находиться в этом состоянии. Вот и все. Там простой ответ. Смотри, наш главный герой с помощью Сократа обнаружил в себе такое состояние, как здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И он в этом состоянии, когда ты здесь и сейчас, ты целостный, ты не думаешь ни о будущем, ни о прошлом, ты находишься здесь. И ты делаешь эти упражнения на коне или еще где-то, и ты максимально делаешь результат в этом состоянии, какой ты можешь. Но после этого, что он совершил? В христианстве называется грех совершил. Он совершил грех гордыни. Гордыни, понимаешь? Он стал хвастаться тем, что он очень крут, он чемпион, он лучше всех, а все остальные ниже. Потому что если ты считаешь, что ты лучше всех, то значит ты считаешь других людей ниже себя. А это мало того, что это грех, это просто заблуждение. Понимаешь, да, о чем я? Гедеон пишет, а то есть он не хотел. Сократ был доволен его успехами на коне, но Сократ был недоволен его зазнайством и его отношением к этим успехам. Понимаешь? Нашему герою, главному молодому парню, не надо было хвастаться этим, гордиться этим и себя восхвалять. Вот так скажем. Таким образом, он ушел из этого состояния чистоты и непорочности. Понимаешь, видео? Ну, скажи, да? Понимаешь? То есть он был чист, он был свят, он был здесь и сейчас. Но после того, как он это сделал, его ударила гордыня, скажем так, по-нашему, по-христиански, вот, по-европейски. И он пал. Падший ангел. Понимаешь, да? То есть желательно сохранять вот это состояние бесстрастности, спокойствия в любые моменты. И не хвалиться. Делать просто какие-то вещи добрые, да, какие-то вещи добрые, хорошие, и не хвалиться этим. Просто потому, что ты их делаешь, и все, больше ничего. Потому что никто не лучше, никто не хуже. Так не бывает, в жизни все меняется. Сейчас ты на коне, вот, это даже хотя бы на спортивном коне, и у тебя классно все получается. Но спустя какое-то время может так получиться, что ты где-то ошибешься, и кто-то станет лучше тебя. А потом наоборот. И вот так все, жизнь полосатая, да, такая. Поэтому спокойней надо к этому. Стараться держать этот баланс, о котором говорил Сократ, нашему главному герою. Все, рад, что ты посмотрел это кино. Тебе понравился фильм вообще? Идем. Как тебе? Зашло? Сократ, конечно, там интересный персонаж, да? Ну, это же не Сократ, это он так его назвал Сократа, так он там и звали Большой Будда и Сократ, а кто он там по факту? Просто некий загадочный герой в возрасте уже, да? С белой бородой, такой оригинальный, эксцентричный. Ну, про это я рассказывал, да? Что тренеры, преподаватели, педагоги, учителя, они используют такие провокации в качестве мотивации учеников. То есть они это делают. Потому что если говорить унылым, монотонным голосом, то этого учителя никто слушать не будет. А будут просто засыпать под его речь монотонно. Поэтому немножко надо энергичней. Понимаете? Чтобы человек проснулся. Ведь по сути вот все эти учения духовные, они правы в одном. Люди в основном, в своей массе своей, они спят. Спящие люди. Такое свойство ума. Отдохнуть, спать, не думать, не размышлять, не осознавать. Зачем? Мало того, что ты напряжен, так это еще и небезопасно. Поэтому белых ворон периодически стадо догоняет или стая и уничтожает, топчет их, сбрасывает, вешает, терзает, поджигает и так далее, и так далее. Небезопасно быть человеком умным, мудрым. Но в то же время к ним тянутся люди. Вот тянутся и все.
Потому что все-таки нужен совет. Нужен совет человека, который, ну, немножечко старше тебя или немножечко больше разбирается в какой-то теме. Потому что мы не можем знать все. А есть люди, специалисты в своем деле. Например, я занимаюсь самообороной и единоборствами уже много-много лет. Ну, блин, четверть века точно. И, конечно же, ну это логично. Я знаю больше, чем тот, кто занимается этим вот-вот только-только. Потому что опыта-то побольше. И я постоянно об этом думаю, размышляю, как так, или рука. В общем, это логика. Да? Поэтому обратиться лучше к специалисту, конечно. Это нормально. А вот нормально. Нежели к какому-то теоретику, который знает все обо всем. Итак, спрашивайте. Спрашивайте меня, да? Гедеон, ответь мне, пожалуйста. Не знаю, что у нас зависло, да, может быть? А вот, отвечают, ага. Да, бывает, зависает чат, ребята. Прошу пардон, смотрю, нету комментов, нет вопросов. А теперь бац, и появились. Это, наверное, вопрос к интернету, к ютубу. Так, я отвечал Гедеону по поводу фильма «Мирный воин» и Сократа. Состояние здесь и сейчас. Посмотрите, что такое дзен, дзен-буддизм, дзен или чань. Это одно и то же. Чань это по-китайски, дзен это по-японски. И там вот очень много про то, о чем рассказывается в фильме «Мирный воин». Да, то есть, что он не хотел, чтобы он зазнавался. Да, все верно, ты правильно понял. Потому что когда человек зазнается, он перестает быть собой. Вот. Александр Войнов, ты еще здесь. Приветствую, да, еще раз. Спасибо. С каких боевых искусств отправлять ребенка? Хотя, как советую, если ребенка отправить на бокс, то пусть параллельно походит на танцы. Это будет для ног. А если дать в борьбу, то параллельно. Так, ребенка. Ну, смотря какой возраст. Раньше была классификация, я имею в виду Советский Союз, СССР, там была классификация. И там боксом занимались позже. Можно идти было на бокс позже, чем на борьбу. На борьбу можно было идти, по-моему, лет с 8-9, а на бокс с 11-12. Это связано, ну, с развитием организма ребенка, человека. То есть и развитием мозга. Конечно же, да, потому что в боксе все-таки есть удары в голову, и там в основном в голову бьют. И вот эти сотрясения, они не полезны для человека, а для ребенка уж точно, потому что можно остановиться в развитии, что и показывают некоторые случаи, да. Поэтому, конечно, нужно отдавать ребенка в бокс попозже, там где-то есть такие ударные нагрузки, искать тренера хорошо и отрабатывать защиту хорошо, если это ударные виды. Потом опять не забывать про защиту, которая, как это называется, ну защита имеется в виду снаряжение, защитное снаряжение, шлем, капа, там вот это все, перчатки нормальные. И смотреть, чтобы процесс протекал безопасно, тренировочный, я имею в виду. Ну и тренер должен за этим тоже очень наблюдать. Поэтому смотрите такую секцию, сами походите, посмотрите, посидите, как тренер ведет занятия. То есть бывают тренеры просто достаточно жестокие люди, которые, ну, которым похрен. Обычно это какие-нибудь типа бесплатные секции, к сожалению. Потому что им не очень жалко учеников, потому что, ну и что? Самое главное, чтобы сборную набрать, какую-нибудь команду, это небольшая там часть количества занимающихся, там человек 6, 7, 8, 9, 10. А остальные, знаете, по системе волчий круг. Ну, кто выжил, тот и молодец. Переходи к нам теперь, внутренний круг. А на остальных им пофигу. На них можно отработать приемы на новичках, старичкам. Ну, такая дедовщина, да, небольшая. Поэтому надо смотреть. С одной стороны, как бы, ну, это же единоборство, это же насилие речь. Вроде бы и правильный подход. Но с другой стороны, если вы хотите все-таки воспитать нормального человека, здорового, то единоборством надо заниматься, конечно, очень осторожно. Потому что они могут сильно испортить и психику, и здоровье. Итак, поэтому я рекомендую, с точки зрения вот этого Минздрава, да, безопасности для здоровья, конечно, заняться борьбой сначала. Но если единоборство берем, занимаемся борьбой. Причем борьбой какой? Я рекомендую, вот из моих, так сказать, наблюдений, это вольная борьба, мне кажется. Просто хорошо поставлена методика тренировок, отработки, упражнений. Она существует достаточно долго. Это школа, которая подтвердила свой авторитет многолетним опытом. Вот. Вольная борьба. То есть методики. Раз.
Второе, вольная борьба мне нравится. Вот там целостный подход. Там работают и руки, и ноги. То есть в плане тотальности, в плане использования своего тела всего, это прекрасный вид борьбы, единоборств и для самообороны в том числе. То есть там нету, как, знаете, как в греко-римской борьбе классической, исключения. Приемы можно делать только там выше пояса. Все, только руками, плечевой пояс. А здесь и ноги, и руки. Ну, то есть более сбалансированный подход. То есть более арсенал более богатый. Вот, окей, это вольная борьба. Дальше, хорошо, что еще, опять же, на советском пространстве, постсоветском пространстве у нас это остались, эти методики школы. Дальше, самбо, конечно же, самбо тоже наш, топим за отечественный, так сказать, продукт. Самбо тоже методика разработана, школ много. Конечно, это все при том, что надо искать тренера, хорошего, секцию, нормальную, чтобы там и люди были, и занимающиеся, все, чтобы вы не попали в какую-нибудь секту. Но самбо все четко там с этим тоже, с методикой. К тому же там очень грамотно подходит к вопросам многолетней подготовки спортсмена. То есть туда приходят детьми и занимаются год-два базовыми вещами. Просто всестороннее развитие организма, тела, там, мозга и так далее. Это ловкость, это сила, это быстрота, это выносливость. Они занимаются акробатикой, всякими разными общими развивающими упражнениями. Я вам рассказываю про советскую школу самбо, я не знаю, как там сейчас обстоят дела, но, наверное, так же. Почему бы не пользоваться тем, что уже есть, да, традиции такие. И поэтому маленькие девочки, мальчики, они сначала получают базу вот эту физкультурную, физическую, и уже крепкие, здоровенькие подходят к каким-то соревновательным вещам. Потому что любое состязание это уже риск. Поэтому лучше подойти к соревнованиям максимально подготовленным, да, крепким, чтобы меньше было травматизма. Вот. Что касательно вот борьбы, значит так, вольная борьба, самбо. Мне еще нравится бразильское джиу-джитсу, их подход в плане тоже методик, тренировок. И я считаю, что это более безопасный вид борьбы, потому что там в основном внимание уделяется в партере. То есть нету каких-то бросков, этих шлепков, ударов об татами, об пол с высоты. А все это как бы в партере, и там очень тоже все интересно, разнообразные дрилы, упражнения, всестороннее развитие. Плюс там есть и удушающие приемы, и болевые приемы, то есть большое великое разнообразие. И методика, кстати, неплохо построена. Вот бразильцы молодцы, хорошо поработали. Но опять же, нужно искать грамотную школу, грамотного тренера. Это что касается борьбы. А в бокс, уже да, ударный, конечно же, это бокс. Опять же, как я опираюсь сейчас на наследие вольной борьбы в Советском Союзе или самбо. Также бокс это прекрасно, замечательная школа, как в советском. Да и вообще просто это хорошая методика подготовки именно ударника. Конечно, надо ребенка туда отдать, но опять же лет 10, в 11, 12. Можно и раньше, но на индивидуальной тренировке. Персональной, с тренером, чтобы это все было очень аккуратно. Потому что ведь бокс это же не только удары там, в спарринге, это же еще отработка техники, это гимнастика определенная специальная. Там масса упражнений на развитие скорости реакции, техника, школа бокса. Ее же нужно отрабатывать, ее же нужно оттачивать. Это работа на лапах, работа на снарядах типа мешки, там, боксерские груши. Ну, в общем, куча всего. То, чем можно заниматься без риска получить удар в голову. Ну, то есть без удара в голову. Или легонечко с тренером на лапах, там, он дозирует силу прекрасно. Вот с новичками, кстати говоря, больше получается шансов травмироваться. Потому что не умеют еще контролировать ни дистанцию, ни силу удара. Поэтому, если уж с кем-то работать аккуратно, то у вас это получится все-таки со спортсменом более высокого уровня. Вот они уже себя берегут спокойненько, они не лезут на рожон, сами знают, что это такое, ну, то есть нахватались уже. Поэтому с ними можно работать аккуратно, легко, прям. Как-то меня очень удивило, когда я занимался карате, так достаточно уже плотненько в то время, и я ходил еще дополнительно, любил всегда куда-нибудь ходить в разные школы, еще немножко себе добавлять, да, всяких разных скиллов. И там я как-то стал в пару с боксером. Он так легко работал, так мягенько, аккуратно. Но, ребята, я тогда сильно был поражен тому, сколько я ударов пропустил от него, как он двигается, как он защищается. Я не мог к нему подойти, а он тут так, насовал мне там просто, вау, в одни ворота, короче говоря. И вот тогда я задумался, блин, что-то здесь не так, надо изучать еще какие-то параллельные вещи. Хотя я боксом тоже занимался когда давно, но, видимо, не очень плотно. Карате оно больше влекло.
Отвлекся немножко от вопроса. Прошу пардон. Вот, так что борьба и бокс немножко попозже. Про танцы, да, кстати говоря, Александр, танцы. Вот сейчас я думаю, что это очень круто. И чем раньше ребенок начнет заниматься танцами, причем мальчик, девочка, неважно, и даже мальчика, наверное, специально надо на танцы идти. Во-первых, это очень хорошо для того, чтобы не смущаться, чтобы не было стеснительности. Потому что, знаете, какие вот вырастают мальчишки, как я стеснялся в детстве, я не знаю, там, с девочкой потанцевать или вообще просто выйти на дискотеку потанцевать. Ну, потому что пацаны же не танцуют, правильно? Вот такая отмазка находилась для пацанов, для мальчишек. Потому что не умеет ни хрена и не хочет позориться. Вот. Стыдоба. А если мальчик умеет танцевать, представляете, какие у него шансы, ну, просто по жизни. Он не стесняется, он может себя показать, демонстрировать свои способности. Почему нет? Поэтому танцы, 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 да. И потом, это же хорошая культура движений, координация. Двигайтесь, ноги, как ты правильно заметил. Взять, например, Василия Ломаченко. Вот его батя, тренер, заставил его ходить в одно время и на бокс, и на танцы. И что получилось? Василий Ломаченко. Прекрасный чемпион, спортсмен, боец. Не знаю, как человек, вот, с его какими-то заморочками, но я допускаю. Все нормально. Это, может быть, пройдет с возрастом. То, что у него сейчас происходит. Я имею в виду религиозные всякие разные дела, там поклонения, православие. Так, поэтому вот. Объяснил, да, Александр Войнов? Если тебе нормально объяснил, понятно, поставь мне, пожалуйста, плюс. Так, Гедеон Пелюгин, понятно. Да-да, я понял. Это я листаю просто ленту комментариев, да, и где-то что какие-то вещи я не успеваю прочитать. Да, танцы и гимнастика для борьбы. Кстати, гимнастика для борьбы это прекраснейшая гимнастика. Просто занимайтесь вот борьбой, там очень много упражнений. Так, да, пишет Гедеон, после этого он стал побеждать. Да, потому что он успокоился, и мы продолжаем про мирный воин, про главного героя. Он стал побеждать, потому что он перестал этого как бы сильно желать. И перестал этим сильно хвалиться и зазнаваться. Вот и все. Потому что вся эта вот гордыня, она от страха происходит. После Сократа, да. После Сократа, потому что Сократ ему объяснил простую вещь. Что познай себя. Знаете, как вот Сократ, древние греки, познай себя. Пойми, какие твои ценности, что тебе нужно в этой жизни. Так, Романка пишет, привет, про работу на Первом канале уже было? Нет. Романка, это ты задал вопрос? Нет, еще не рассказывал, про работу на Первом канале еще не рассказывал. Если ты здесь, то напиши мне об этом, да, потому что я пролистал это чуть позже, чем ты написал. Так, Гедеон Белюгин, я понял, что чтобы достичь цели, надо выкинуть мусор из головы. Вот про это там и речь идет, да. Выкинуть мусор из головы, о чем и я всегда толкую, ребята. Я хотел бы, чтобы мои друзья, подписчики, вот, слушатели, зрители задумывались о том, сколько же там мусора у нас в голове, и потихонечку чистили, наводили там порядок. Понимаете, какая идея? Освобождение, очищение, свободы от этих вот крючков, от этих привязок, от этих мемов, от этих стереотипов, на которых мы сидим и сами не... Помните фильм «Матрица»? Вот как бы так, да, вот этот мусор в голове, матрица. За что нас держит, за какие яйца, так сказать. Можно вопрос? Гедеон, раз. Скажи, пожалуйста, а Шлеменко вот готовится подписать контракт с UFC, и ему 36 лет. Скажи, пожалуйста, почему ты не веришь в то, что он не сможет закрепиться в UFC? Просто потому, что ему 36 лет. Вот как бы ответ в вопросе. Ему 36 лет, и поэтому я не верю. Ну, как сказать, верю, не верю, это уже не ко мне, потому что я стараюсь такими терминами не пользоваться. Веришь, не веришь. То есть можно предполагать что-то, основываться на каких-то... Я просто знаю, что 36 лет это уже возраст для спорта, он старенький. Вот и все. Отсюда я делаю некоторые предположения, хотя не исключаю, что он там может что-то делать, но недолго. Ну, просто это жизнь, понимаете? Это законы жизни, законы физики. Вот. Поэтому почему он должен быть каким-то исключением из этого? 36 лет все. Это вот вкратце про Шлеменко. Но мне нравится, как он выступал. Мне очень нравилось. Как вы считаете, долго ли Шлеменко сможет продержаться в UFC? Нет, недолго. Там все поменялось уже, там идут работа, там уже... Все, он устарел.
Понимаете, какая грустная вещь. Каждый выстреливает в свое время, и у каждого есть свой пик в каких-то своих способностях, понимаете? Шлеменко нужно заниматься уже другими вещами, где он может стать звездой, и, ну или оставаться долгое время. А это уже пройденный этап для него. К сожалению, всему свое место, всему свое время. Вот так. Почему вы считаете, что Хабибу можно завершить карьеру в ММА с его рекордом? Ну вот просто потому, что у него действительно рекорды, и он непобежденный. Поэтому вполне себе закономерная мысль, что он-то уже растет. И ведь если он побеждает, то он может спокойно продолжать биться. В том-то и дело, что неспокойно он будет продолжать биться. Это очень неспокойно. Представляешь, ты достиг каких-то результатов, ты там держишься, тебя проверяют, тестируют, бросают тебе вызов, потом реванш, потом еще чего-то. И становится неспокойно. Потому что ты понимаешь, ну, это же не робот, это человек. Да даже робот, машина, она устаревает. То же самое здесь, элементарные вещи. То есть мы просто немножечко портимся, понимаете, с возрастом. Поэтому, ну, Хабиб не исключение. Поэтому ему приходится неспокойно продолжать. А ему, если он будет продолжать, это очень неспокойно. Он прям настроится решительно. И к тому же, знаете, какая вещь интересная? Чем ты больше чемпион, чем ты вообще не проигрывал, тем тебе страшнее проиграть. И вот этот вот мирный воин, помнишь, да? Когда человек боится проиграть, боится быть неуспешным, у него не получается, как бы сложно. Вот, и считайте, возраст может помешать Шлеменко. Спасибо тебе за вопрос, Александр Войнов, потому что не было бы ответа, если бы не было твоего вопроса. Вопрос важнее, чем ответ. Вот так вот. Поэтому задавайте вопросы сами себе, другим людям, этому миру. Спрашивайте, будьте любознательны, и будут ответы. Но ответ это следствие вопроса. Нет вопроса, нет ответа. Так, Роман К. Хотелось бы отдельный выпуск посвятить работе на Первом канале. Как вы туда попали? С кем? Как оговорили первое появление в эфире? Мгм. А с какой целью интересуешься, Роман? Хочешь туда попасть? Я тебе расскажу как. Да, наверное, сделать надо какой-нибудь лайфхаки, да? Как попасть на Первый канал или вообще в телевидение. Ну, Первый канал все-таки раньше было. Ого! Ну, как бы, элита. Это классика. Так, кому-то я, ребят, не ответил. Давайте сейчас, я прошу пардон, да. Пользуйтесь, пожалуйста, суперчатом. У вас же есть суперчат. Пошлите мне денежку, нажмите на кнопочку, и ваше сообщение высветится каким-то образом. Я читал где-то, да, в инструкциях, окажется вверху. Я его прочитаю, точно отвечу на него. А так я вот листаю, смотрю. Так, про борьбу ответил для ребенка. Ага, ага. Александр Войнов, раз в 3 минуты колесо на 5 секунд крутит. Вот я уже потерял мысль, потому что я не понимаю, про какое колесо идет речь. Мгм, мгм, мгм. Раз в 3 минуты колесо на 5 секунд крутит. Так, не знаю, про какое колесо. Так, ну и Роман, ну-ка, смотри, ты здесь? Ты здесь, да? Давай, значит, смотри, про Первый канал. Я туда попал. А, это был не Первый канал не в том смысле, что он первый для меня, да? Первый раз меня сняли НТВ. НТВ, когда там был Леонид Парфенов. Знаете такого крутого журналиста? Крутой чел. Леонид Парфенов. У него, кстати, на ютубе есть канал. Парфенон называется. Да, просто интересно. На Первый канал вот так сразу, наверное, не попадают. Нужен весомый протеже. Сейчас давай это начало выкидывает из эфира маленько меня, поэтому повторюсь. Романом. Про Первый канал могу сейчас начать. Не нужен там протеже никакой. По крайней мере, туда не требовался. Или точнее, может быть, всегда требовался и всегда нужен. Но можно туда зайти и без протеже. То есть вот так. Вот, сейчас я просто начну про Первый канал, а потом я уже в следующий раз, в субботу будет у меня трансляция. Трансляция. И я после того, как я почитаю книгу, я вам могу рассказать про Первый канал уже поподробнее. Так, Романка пишет, поскольку я проживаю
не в России в данное время. Мой интерес сугубо гипотетический. Не в России. Я тоже сейчас не в России живу. Поздравляю тебя, что ты не в России живешь. Сейчас там опасные времена наступают. Они-то наступили, но сейчас очень опасно наступают. Грузится эфир. Это колесо, пишет Александр Войнов. Грузится эфир, это колесо. Выкидывается эфир на 5 секунд. Да, я вот про это говорю. И поэтому, когда он меня выкидывает из эфира, я вынужден начинать с той фразы, на которую он меня оборвал, и как бы немножечко это раздражает, и я пока к этому как бы приспосабливаюсь, учусь. Да, потом комментарии пролистываются очень быстро, тоже бывает так. Так вот, про Первый канал. Сначала меня сняли, наш клуб. Мы стали развиваться в интернете, форумы, социальных сетей тогда еще не было. Мы стали развивать наше движение. Что-то там рассылать куда-то, чего-то, какие-то приглашения, что-то. Вот. И к нам пришли ребята с телеканала НТВ. Нормально, еще канал был НТВ. Программа называлась «На медне». На медне. Ее вел Леонид Парфенов. И есть сюжетец где-то там на моем канале, посмотрите кусочек из этого сюжета, прям начало. Вот это было начало, так сказать, нашей телевизионной деятельности. Нас там сняли, мы познакомились с ребятами, журналистами, все. И вот на Первый канал, как же я попал. Потом кто-то еще, Россия, по-моему, тоже телеканал Россия есть же такой, да? Был, точно. Тоже какой-то сюжет снял. То есть понимаете, как там происходит? Когда ты попадаешь в телевидение, у них там как бы такая местная кухня, они там друг с другом общаются. Частенько журналисты переходят с одного канала на другой канал. То есть у них какие-то контакты между собой. И когда им нужно, допустим, снять какую-то тему, то есть получается, вы можете попасть на телевидение, попав туда сначала, да, и познакомившись с людьми, понравившись им. То есть если вы понравились им, то потом они уже сарафанное радио из уст в уста будут уже рекомендовать вас другим людям. И таким образом, мне кажется, я туда и попал. А потом дальше интернет, опять же. Смотрите, если у вас в интернете очень много публикаций на эту тему, статей, видео на ютубе, там, вы постоянно, ну, то есть видно, что вы живете этим, что вы специалист в данной области, то телевизионщики, да как и любые другие журналисты, когда им главное их дает какое-нибудь задание, там, сделай ко мне сюжетец там про самооборону. Что он делает? Он залазит в интернет и начинает по поиску набирать самооборона в Москве, там, личная безопасность, самозащита и так далее. И выскакивает на эти движения, на наши следы, которые там остаются. Все, дальше идет звоночек, или он может, он кого-то подтверждает это. Или он видит, например, человек звонит, точнее, смотрит интернет, а там уже видит видео, которое было уже снято его коллегами. И таким образом вы можете попасть, то есть это как это называется, ваше портфолио, понимаете, потихонечку у вас этих мелких. Я называл это в свое время как снежный ком. Снежный ком. То есть вы по крупицам потихонечку лепите, и получается, что вы сначала работаете на славу, а потом вот этот слава, он работает на вас, потому что уже, ну, как бы все, уже земля слухами полнится, тем более журналисты, они должны всегда вот ушки на макушке держать и быстренько решать вот эти вопросы, на какую тему им сегодня там осветить и запустить. Все, так вот я, наверное, с ними познакомился. Не помню, что там какой-то был протеже или что-то кому-то что-то платил, такого не было никогда. Дальше раскрою вам маленький секрет. Нам там не платили, нам там просто не платили на Первом канале. Ну, смотрите, здесь такая фишечка. Здесь взаимовыгодный интерес, на самом деле. У телевидения есть интерес снять интересного человека про какой-то интересный продукт, про какое-то интересное мероприятие, интересную информацию снять у интересного человека, которая интересна людям, зрителям. Вот и все. И если они при этом не платят денежки, вообще шикарно, вообще замечательно. Вот. А какой интерес у тех людей, которые попадают в телевизор, ну и дают там интервью какое-нибудь, или... да сейчас же, вот подумайте, просто, то есть просто людям нравится похвастаться, людям нравится, чтобы про них узнали больше, понимаете? Это какая-то гордость, понимаете? Повод для гордости, для лишней. Меня по телевизору показывали. То есть тогда это звучало очень-очень круто. Поэтому туда и лезут люди и сидят там, я не знаю, в массовке, ну там какую-то денежку маленькую платят, и снимаются какие-то там случайные кадры в кино. Просто для того, чтобы засветиться, для того, чтобы показаться. Неплохое начало,
без всяких протеже, чтобы просто засветиться. А дальше уже зависит от ваших талантов, от того, насколько вы интересны, насколько вы хорошо знаете предмет, о котором говорите, и насколько вы хорошо общаетесь, держитесь в кадре, а это мне не сразу получалось, конечно, хотя, возможно, есть какие-то задатки, были. И насколько вы специфичны, ну, то есть особенные, то есть уникальный, да, уникальный, артистичный. Вот, и все, никаких протеже. Потому что, конечно, есть там люди попадают с протеже и так далее, но они, блин, неинтересны. Вот и все. То есть так, получается взаимовыгодный интерес. Телевизору интересно забрать человека интересного и показать его, не платить за это деньги, а человеку просто интересно попасть в телевизор, чтобы стать популярным, известным, прославиться, потому что это пиар. Это не реклама. Рекламу им делать вот таким образом нельзя. За рекламу надо платить денежки. А когда там просто написано Макс Степанов, тренер по самообороне, так можно. Это просто представление, имя, фамилия, меня так зовут. И тренер по самообороне, то, чем я занимаюсь профессионально. Все. Но здесь рекламы нету, здесь есть public relations. Public relations это когда вы знакомите публику с каким-то человеком, специалистом, с услугами или товарами. Просто знакомите, но вы не говорите при этом цену, адрес, срочно купите, такая-то скидка. Нет, такого, конечно, нет. Это чисто реклама. Реклама, когда напрямую. Вам говорят, купи то за столько-то, там-то. Позвони по такому телефону. Вот. А здесь просто вот такое идет популяризация и пропаганда собственного образа, то есть личный бренд. Ну вот, собственно, так я попал на Первый канал. У них была рубрика, называлась она «Самооборона», так и называлась. Это была редакция «Доброе утро», то есть показывает, домохозяйки готовят завтраки, все собираются на работу, поэтому я известен всем практически российским женщинам, да. Они меня узнавали, узнают до сих пор. Хотя я выгляжу уже не так хорошо, как раньше. Но по-своему я выгляжу прекрасно, мне кажется, в этом возрасте. Да? Так, грузится эфир. Все, поехали дальше. Комментарий крутим. Александр Войнов улыбается мне, смолик ставит. Ух, спасибо, приятно. Романка, еще во время эхо-конференций. А вот, про НТВ как раз я помню. Так, эхо-конференции. Что такое эхо-конференция, Романка? Напомните, пожалуйста. А вот про НТВ, да, как раз я помню. У меня есть видео, там маленький сюжетец такой, где приходили ребята с, Парфенова Леонида из Намедни и сняли про нас сюжетец. Ну, там они почему-то, им нужен был сюжет про женскую самооборону, и поэтому они сказали, в этом клубе занимаются только женщины. Ну, как бы, на самом деле это не так. Хотя у нас была там женская группа, да. В начале нашего, так сказать, пути, когда мы развивали клуб, была чисто женская группа самообороны. Потом мы отказались от чисто женской группы, потому что это, блин, какая-то ересь. Все должны заниматься вместе, и мужчины, и женщины. Хотя по той причине, что на женщин нападают мужчины. А где еще можно отработать приемы против мужеского пола, кроме как на тренировке с ними? Ага. Так, вот помнишь, хорошо, значит, про НТВ. Романка, вначале я увидел на НТВ и Бакланку. Да, я знаю, Бакланка Алексей Маматов. Это вот автор Бакланки. Сейчас он уже не занимается этим. Ну, я просто его недавно видел в Инстаграме. И он уже этим не занимается, ну и слава богу. Вот. Потому что эта тема, видимо, исчерпала себя. Она была такая, знаете, как сказать, она занимала очень узенькую целевую нишу. И, в принципе, она была популярна благодаря тому, что там в натуре, бля, буду там базарить, бакланы, вот это все. Культур-мультур такой. Как бы интересно, да, но не масштабно, понимаете? Вот. И сейчас он занимается йогой, и мне кажется, ему так идет, так классно. То есть, ну, вообще, я Алексея Маматова знаю, он мне тоже, ему привет, да, пользуясь случаем. Если Алексей Маматов меня смотрит, то ему огромный привет. Я поглядывал за этой бакланкой, потому что, ну, в принципе, самооборона 100% тоже использует все эти какие-то криминальные штуки, бакланка там. Ну, мне кажется, такие же выдумки про бакланку, такие, знаете, как эти казаки пласту. Просто такой маркетинговый ход. Красивое название, бакланка. А само название баклан, оно не очень красивое, не очень хорошее. В криминальном мире слово баклан, оно негативный оттенок имеет. Баклан это тот, кто постоянно попадает в драки по пьянке. Вот. И у него особенно с мозгами это не очень порядок. То есть он ничего не может делать, кроме того, как нажраться и подраться.
Поэтому Бакланка, ну как-то, ну вот так. Романка пишет, да, в то время были очень популярны кунг-фу, самооборона, кто круче и так далее, отжималы, выживали еще на Первом канале. Был такой мужичок невысокий, крепыш, очень доходчиво показывал простенько. Возможно, этот мужичок невысокий был после того, как я там уже стал сливаться с Первого канала, они мне поднадоели, я от них стал уставать. Вообще от этого вот всего вот Первого канала разные причины. То есть и они стали портиться, и мне стало надоедать, и, в общем, все стало как-то немножко уже формализовано, так бюрократически, это нельзя, это можно, одно и то же. В общем. И этот парень появился там попозже. Его зовут Дмитрий Толобуев. Дмитрий Толобуев. Мой так заочно знакомый, но лично не знакомый. Вот, да, классно объясняет, очень энергично прям. Ну, они нашли, то есть, как бы, хорошую замену вместо меня, такого тоже, давай там энергичного. Всем привет, с вами Макс Степанов. Да. Нужен человек, который, ну, живой, активный в кадре, чтобы он там не сопли жевал, а как бы вел себя активно, и бодренько и весело. Романка, много знаменитостей всегда стремились. Да, да, да. Только у всякой монеты есть обратная сторона, пишет Романка. Повел себя неосторожно, и всякое движение может быть кем-то из зрителей неверно истолковано. Это, ребят, знаете как, это все, это имеет место быть, да, конечно. Повел себя неосторожно, и всякое движение может быть из зрителей неверно истолковано. Но это, как это называется, это последствия жизни знаменитости, это нормально. Потому что нету дыма без огня, и не бывает так, чтобы всем можно нравиться. Вот так. Поэтому всегда будут какие-то недоброжелатели, хейтеры, ненавистники, завистники и так далее. Блин, ну потому что им кажется, что он там, блин, я там должен был, на этом месте должен был быть я. А оказался вот этот вот никчемный Макс Степанов, и поэтому, конечно, таких хейтеров хватало, хватает и так далее. И среди коллег, я их называю коллегами, тем более у зрителей, да, которые не разбираются в этих вопросах особо, да, то есть они специально в этом не понимают ничего, но имеют место, имеют мнение, вот, хочет его выразить. А знаменитости легче навредить. Уязвимость. Романка, да, конечно, ну, блин, конечно. И потом у знаменитости еще есть такая уязвимость, когда он становится знаменитым, популярным, он начинает к этому привязываться. И мы опять делаем отсылочку к фильму «Мирный воин», когда там главный герой, у него так классно получилось, благодаря советам его нового учителя, сделать спортивное упражнение на спортивном коне. И он этим, так сказать, возгордился. Вот. И у знаменитости есть такая болезнь, как бы, как это называется, чрезмерная ЧСВ. Чрезмерная... Забыл. Короче, самомнение о себе очень большое. И поэтому он легко может быть задет, обижается на всякие разные такие там критику, там хамство и так далее. По себе знаю. Эхо конференции это 90-е. Времена DOS конференции, сеть, Фидо. Ну вот да, да, да. Были форумы такие, как же, Будда-форумы, вот были Будда-форумы, но это уже считалось продвинуто, еще раньше немножко было, а то были Будда-форумы. У нас был свой форум на сайте самооборона.орг, это же старинный сайт на самом деле, самооборона.орг, мы его застолбили что тогда. Представляете, самооборона выбрали, чтобы название было самооборона, дот. И не ком, я не знаю, почему ком, орг, мне понравился орг, организм, киборг, да, там, организм, организация, оргазм, в конце концов. Вот такой вот самоморонский оргазм. А мужичка на Первом канале звали Толобуев. Ну вот, я вспомнил-то, память-то, ага, Дмитрий Толобуев. Сначала видел его прекрасные видеоуроки по самообороне, его прекрасная вот, экспрессивная манера подачи, вот это вот, просто прекрасно, Толобуев. Он действительно артистичный человек, хорошо, вот, мастерски это выражает, чувства, эмоции, показывает, причем неплохая, очень хорошая техника там, на хорошем уровне, то есть демонстрация. Вот. А я уже выступал тогда на этом, на Первом канале, снимали сюжеты со мной. Там было где-то около 100 сюжетов. 100 сюжетов, представляете? Ну, почти одно и то же, уже стало просто утомлять. Особенно, когда редакторы пишут текст, там, ситуации какая-то, произошла якобы какая-то ситуация. На самом деле, конечно же, это все не происходило. Процентов 20 там реальности, а остальные 80% это просто девочки-писательницы, копирайтеры пишут эти тексты, ну, для сценариев. Что случилось с Зинаидой Петровной или с Тамарой Михайловной,
когда она получала свою пенсию, да. А потом мне предлагается, значит, на эту как бы сказку что-то написать свое. Вот так, чтобы зрителям понравилось. Не что-то скучное, что-то интересное такое, энергичное. Поэтому вот так все это делалось. И там такие были клише, как он, он догнал ее, стал ее раздевать. Ну, вот что-то такое, какие-то фантазии девичьи. Так, Мурчка Талабуев, да. И вот, и потом, когда я закругляться стал, да, Талабуев оказался там тоже. Вот, достойная замена, я считаю. Дмитрий Талабуев на телевидении, хорошо. Не знаю сейчас, что, где он сейчас. Интересно, кстати говоря. Интересно. Как и Дмитрий Медведев, который не премьер, который придумал шоу Дао, интересно, где он сейчас. Также и Дмитрий Талабуев, чем он занимается? Может, он снимается в кино уже каких-то, в Голливуде. Гедеон Пелюгин, молодец, спрашивает меня очередной раз. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте лучше всего начать бойцовскую карьеру? Бойцовскую карьеру. Ну вот надо с детства начинать, лет с 8, с 10, заниматься борьбой, потом подключать в 11-12 бокс и потихоньку уже другими видами добавлять ноги, там еще какие-то вещи, бразильское джиу-джитсу. То есть вольная борьба, потом бокс, а потом потихоньку добавить бразильское джиу-джитсу, карате, тайский бокс, то есть вот такие вещи. Вот в таком порядке, я думаю, круто. Все это с 8-10 лет надо начинать заниматься. А уже выходить на профессиональный уровень, ну, конечно, в возрасте, который характерен, пик, когда ваших возможностей физических, это, блин, с 18-20 до 30 лет. Вот так. С 18-20 до 25-30. Да, вот. А там как посмотрим, да. Ну, это пик, это реально вот ваша возможность. Но к этому пику нужно, конечно, подготовиться всесторонне, чтобы у вас мышцы были готовы к этому, психика, чтобы была готова к этому. То есть, по крайней мере, до того, как выйти на бои серьезные, серьезные бои, ну, должно быть, наверное, 5 лет подготовки. А чтобы выходить... А что значит подготовка? Это не только то, что вы в зале занимаетесь, в каких-то мелких соревнованиях, понимаете? То есть не чемпионат России, там, да, а какие-то такие межклубные, там, межгородские, там, как-то вот такие. Чемпионат области, чемпионат города. Вот так, да. Это вот тоже, я считаю, подготовка. Потому что эти соревнования, они являются подготовкой к профессиональной карьере. Так, Максим Шамков пишет: привет, Макс, привет. Ты снова здесь? Сегодня мы с тобой увидимся. Маленькая рекламная пауза. Сегодня в 20:00 по Москве у нас будет совместный эфир с Максимом Шрамковым из Москвы на тему «Женская самооборона» или «Самооборона для женщин». Приглашаем также и мужчин, потому что самооборона, с моей точки зрения, она не имеет гендерной такой уж прям направленности. Вот и все. Что женщина, что мужчина, вы должны себя защитить и быть готовым. Или готовой. Поэтому 20:00 Инстаграм, совместный эфир с Максимом Шрамковым, от которого сейчас вопрос. Готовы острые вопросы по женской самозащите. Приглашаю зрителей в Инстаграм 20:00. А вот я как раз это хотел сказать, да. И я сказал. Максим мне просто напоминает, что сегодня вы обязаны, да, как я сказал, да, директивно. В 20:00 по Москве в Инстаграме мы увидимся. Калач пишет: салам алейкум, брат. Есть. Алейкум ассалам, брат. Ежи, да, такое ежи, да. Спасибо за коммент. Так, что-то написал мой уважаемый раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять герой. И сообщение удалено отправителем. Герой. Ты верни сообщение. Гедеон Пелюгин. Как определить победителя и проигравшего в армрестлинге? Ну, в армрестлинге, как бы не силен я, не специалист, но вот что знаю, то скажу. Смотри, берутся вот так вот два парня, да, за руки, правой рукой. И кто кого так вот положит на стол, тот и победил. Это все. Ну, то есть у кого рука коснется тыльной стороной стола, тот проиграл. Вот. А кто вот так вот задавит, тот победил. Мне кажется, это очевидно. Роман К. весьма наглядно показывал и без лишних слов. Да, про Первый канал. Конечно, наглядно показывал, потому что, ну и рассказывал без лишних слов, потому что сначала писался текст. В чем, интересно, вернулся в эфир.
Чем полезен опыт работы на Первом канале? Ребят, Первый канал это, конечно, классика жанра, телевизионной съемки и так далее, и так далее. Это консерваторы, понимаете? У них там как бы все там четко классифицировано, там целая наука съемки. Поэтому Первый канал это не просто экспромт, это конкретно, когда вы действуете по сценарию. Вы говорите определенный текст. Вы появляетесь в этой точке, доходите до этой точки, и у вас должна вот в этой точке фраза начаться, а вот в этой точке должна закончиться. Потому что оператор здесь снимает, а там еще один оператор, режиссер стоит, а тут подходит какой-то ассистент и так далее. И все это нужно как бы сгруппировать и все правильно сделать так, чтобы смотрелось быстро, четко, лишнее все отрезать на монтаже. Вот, а чтобы меньше резать, нужно правильно сразу снять. Поэтому был сценарий, была речь определенная. И поэтому речь вычищалась, ну, чтобы там все было максимально просто и вот прямо минималистично и тупо и примитивно, чтобы каждый житель России понял, о чем идет речь. Поэтому фразы были такие, да, простецкие очень, простые. Вот. И движение то же самое, потому что если я бы стал показывать слишком много и какие-то сложные приемы, то это было бы неинтересно, это было все затянуто по хронометражу, а хронометраж там был очень четкий, кстати говоря, потому что, ну, Первый канал, да и не только Первый канал, там идет четко, одна рубрика, другая рубрика, этот сюжет, и все это по времени, временные интервалы, и нужно влезть в этот временной интервал, понимаете, да? Поэтому, как бы, там такая кухня, и мне это очень пригодилось потом, потому что Первый канал, вот, я хоть там и бесплатно работал, но я там получил бесплатное образование, в том числе, как держать себя перед камерой, как общаться, как жестикулировать. Ну, жестикулировать я и так как бы научился, потому что мы преподавали на своих курсах. Об этом я еще расскажу, да, как быть убедительным, так сказать, в речи. Нужно просто довериться себе, да, и вот. Так вот, меня там научили очень многим вещам, да, как писать сценарии, такие кратенькие, небольшие, что нужно убирать, то есть, ну, что не нужно, что лишнее будет, как держаться перед камерой, как делать склейки на монтаже, это же просто очень круто было. Я общался там с этими, со специалистами, и поэтому я научился там как бы и актерской работы, и монтажу, и операторской тоже, да, снимать, как что, в кадры заходить. Очень круто. Достаточно долгое время, то есть, ну, ни день, ни два, ни месяц. А так вот в течение каких-то лет это все растянулось, снималось. Снимались у нас сюжеты таким образом, сейчас я вспомнил. Допустим, одним днем с утра я приезжал туда, какой-нибудь в Останкино, то есть все зависело от места съемки. Если нужно было снимать в подъезде какие-нибудь сцены, мы снимали в подъезде, в квартире, значит в квартире, в парке, значит какой-то выбирался парк. Можно там возле Останкина было что-то найти, какие-то парки, скверы и так далее, скамеечки, улицы. Все, приезжали и с утра начинали работать. Мы снимали сразу где-то серий, ну, 8-10 точно. 80 серий сразу снимали на разные, так сказать, сюжеты там. Здесь ограбили, там догнали, тут изнасиловали. Вот, там мой ответ, все записали. Потом эти 80 серий, они монтировались и выходили в эфир. И спустя какое-то время меня приглашали опять. Даже машину посылали мне, то есть я приезжал уже как звезда. Сначала я сам приезжал, когда стал звездой, я уже, машина посылалась, меня довозили до места, все такое. Вот, и там уже, значит, снимались очередные там 8-10 серий нового сезона. Вот так вот мы работали. Так, это то, что я вспомнил про работу на Первом канале. Роман. Так, спасибо, да, за отзыв. Весьма наглядно показывал и без лишних слов. Старались. Романка, да, девочки писали. Но такие сюжеты нужны. Согласен, нужны. Они хоть и смешные, такие достаточно наивные, но надо просвещать. У меня мама в супермаркете засветила пару тысяч. И потом долго вспоминала, где и когда у нее могли вытянуть. Да. Ну, надо быть внимательнее, да, всегда. Ну, хотя бывает со всеми. Так и учимся. Гедеон Белюгин, скажи, пожалуйста, а грызть семечки со шкурками – это полезная привычка? Вот это вопрос. Вот тут у меня прямо... Так, я без шкурок ем семечки, я не могу со шкурками есть. А почему это полезно? Может, это чистит кишечник? Ну, тогда, если так и есть, ну, раз в году, да, может быть, со шкурками полезно. Так я считаю, они же, блин, ни хера не перевариваются, эти шкурки. Вот, зачем их есть со шкурками? Мне кажется, шкурки не надо есть. Плохая привычка. Перестань, не делай так больше. Гедеон, ты кушаешь семечки со шкурками? Ты серьезно? Не, наверное, не стоит. Наверное, не стоит. Со шкурками нет.
Очищенные семечки, только очищенные. Романка, лайк поставил. Что другие зрители забыли про лайки? Дорогие друзья, вы смотрите, ну, поставьте лайк, ну что в самом деле. Там же есть такая кнопочка, так пальчик, да. Ставьте лайки, продвигайте меня в топ, как самого честного а, тренера, мыслителя, вольнодумца, философа по самообороне, личной безопасности, вообще по жизни. Окейушки? Поэтому мне нужны ваши лайки, нужны ваши комментарии, дорогие друзья. Вот, и будет, да, эпоха искренности открыта, наконец-то. Я вам расскажу всю правду про самооборону и про жизнь тренера. И не только тренера. Да и я бывало и дворником работал, и грузчиком. И кем я только не был. Но по большей части своей жизни, да, это тренер, конечно. Я преподаватель. Так, в Инстаграме будет на конференции. Роман, да. И вот сейчас Макс Шрамков заходил, с кем мы проводим совместную трансляцию. Он же прямой эфир, он же стрим. В Инстаграме сегодня в 20:00 будет конференция совместная, потому что есть такая функция, возможность совместно. Так, Гедеон Пелюгин, просто у меня есть такая привычка грызть семечки со шкурками. И со мной все нормально. Если с тобой все нормально, то не парься, ничего страшного. Но мне кажется, что, блин, это накопится все. Понимаете, одно дело, вот, опять же, возраст, да? Когда мы молодые, мы можем жрать все, что угодно, вот все подряд, всякую гадость. И пить, и бухать, и курить, и жрать жирное, сладкое, там, жареное и так далее. И нам вроде все ничего, все прокатывает. Но поверьте, друзья, это просто вы используете свой ресурс не по назначению, ваш организм портится, вот и все. Спустя какое-то время это даст знать. И вы такие подумаете, блин, зачем я это делал? Ведь, ну не знаю, все равно, что, ну, вредить себе, портить себя, пользуясь тем, что природа, пока вы молодой, дает нам дополнительные силы, а мы эти силы как бы израсходуем просто так. Просто потому что есть. Ну, можно. Почему бы нет? Типа рок-н-ролл, секс, наркотики, рок-н-ролл. Рви пока рвется, надо гореть, да? Может быть и так. Но с возрастом понимаю, что можно было бы все-таки более как сказать, повнимательней, не так расточительно относиться к этому, к своим ресурсам. Потому что ресурс все-таки, ресурс наш, да, не бесконечен, он имеет предел. Поэтому берегите здоровье, друзья. Все-таки нужен просто здравый смысл. Я даже не то, что призываю к здоровому образу жизни, я не то чтобы, я не являюсь примером здорового образа жизни. Мне больше нравится быть сторонником здравого смысла. Вот. Здравого смысла в жизни, а не здорового образа жизни. Потому что здоровый образ жизни, ну, это, блин, как какая-то идея такая, идеалистическое слишком представление о мире, о жизни. Какая-то секта, блин, понимаете, такой фанатизм там присутствует в этом ЗОЖе. Просто нужен здравый смысл и некий баланс, попытка найти какой-то баланс. И постоянно взвешивать, вы в каком возрасте находитесь, в какой среде, для чего вам это нужно, с какой целью вы это делаете. Вот. Цель мне просто так по кайфу тоже имеет место быть, и тоже нормальная цель. Хотя вы могу сказать, ну это же там вредит вашему здоровью. Если вы оценили все риски, то можете вредить своему здоровью, ну если вам это по кайфу, и вам это нужно в данный конкретный момент времени. То есть, по сути, нет такого, что, знаете, есть шаблон для всех, идеальная картинка, и делает каждый отвечает сам за себя. Вот я как бы вот, сторонник такой точки зрения. Поможет нам в этом здравый смысл, рассуждение, размышление, сомнение, изучение. Вот я только про это. Мой канал, видимо, про это. То есть я самооборону вижу только так. Вы должны знать, что такое само, чтобы оборонять это само. А это в том числе и вот, ну, рационально подход к питанию, ко сну, к отношениям и так далее. Мы допускаем крайности частенько, да. Но если мы не понимаем, к чему ведут эти крайности, ну, мы тупы. Если мы понимаем и все-таки делаем из этого какой-то урок, из этого опыта, то это здорово, ребята. То вот вам появляется здравый смысл. То есть это опыт, сын ошибок трудных. Правильно же Александр Сергеевич Пушкин сказал? Гениальный просто поэт.
Он сказал, что опыт – это сын ошибок трудных. Так вот. Так. И со мной все нормально. Калаш мне послал какую-то коробочку с котиком. Спасибо тебе, друг. Спасибо. О том, что мало рожали и много интересных вещей и мест заменили на вещизм. Да, так и есть. И хорошо, что люди понимают это с возрастом. Это уже достижение. Потому что многие так и не понимают. И, наверное, так и умирают. Хотя, ну, каждому свое. А так, конечно, я, знаете, что понял, друзья мои, что мы всегда будем, как бы, что бы ты ни делал, ты об этом пожалеешь. Знаете, есть такая поговорочка, да? Просто всему свое время. Какое-то, да, время надо уделить на этот вещизм, какой-то на контакт с любимыми. Очень тяжело балансировать все это. Для этого нужно все-таки, блин, вот реально здравый смысл, чтобы все это как-то вот гармонизировать. Самое сложное – золотая середина. Недаром же об этом говорят все древние умы, мудрецы. Типа золотая середина, балансируйте. Это сложно, да. Романка, новый сюжет на канале Крамола. Знаю, такой канал, надо посматривал. Как раз рассказывает о том, о чем люди жалеют со временем, да. Я тоже читал о том, что во время смерти частенько люди вот как раз высказываются свои сожаления о том, что вот то не сделал, вот то не сделал. Поэтому, друзья, это факт нашей жизни. Лучше что-то сделать и пожалеть об этом. Говорю такую банальность, да, и пошлость. Чем не сделать и пожалеть о том, что вы не сделали. Уловили мысль, да? Пробуйте, делайте, ошибайтесь, падайте, вставайте, живите дальше, размышляйте. И не жалейте о том, и вам тогда не придется жалеть о том, что вы этого не попробовали, вы этого не сделали. Почему вы это не сделали? Потому что мы боимся. Мы боимся, что нас засмеют, боимся показаться смешными, не такими. Но если вы будете думать об этом, размышлять, то вы придете к выводу. Да какая нахер разница, что о вас думают другие окружающие, и как вы кажетесь другим окружающим. Делайте только то, что вам нравится, только то, что вы хотите. Будьте, ну, опять же, банально, да, такие вещи, будьте самим собой. А чтобы быть самим собой, нужно понять, кто вы сам собой, это кто это такой. Это не, понимаете? Не быть картинкой, а быть живым человеком. И быть самим собой, это прежде всего, знаете, каким быть человеком, по-моему? Быть просто честным, вот просто самим собой. И искренним. Вот вы тогда сам собой. Скажите себе, что вы мало про себя знаете, что вы можете меняться, что вы можете делать ошибки. Вот тогда вы будете самим собой. А не убеждать себя в обратном, не говорить себе, не врать себе и убеждать других в этом вранье, что вы какой-то не такой. Вот так. Ну, вот такое мое мнение. Оно приходит, конечно, не сразу, такая точка зрения. Но это вот, я вот это наблюдаю. Так, люди поэтому жалеют со временем о чем-то. Очень жаль, очень жаль. Я практически ни о чем не жалею. Вот так я вам сообщу. Кстати, пишут, что канал Крамол создан как запрещенная часть РЕН-ТВ. Якобы тем же коллективом. Ничего себе. Вот это я не знал, кстати говоря. Я вот к этому каналу Крамола, честно говоря, отношусь с некоторым настороженностью, с опаской. То есть я не совсем как бы, доверяю. Ну, потому что да, вот ты сейчас сказал, Роман, про эти РЕН-ТВ. Блин, точно, они очень вот похожи. Что же берут какие-то такие жареные темы, острые, и начинают там, как это сейчас называется, хайповать, да, на чем-то там. Не проверен, плоская земля, рептилоиды, инопланетяне, тарелки, какие-то заговоры, вот это все. Оно привлекает внимание, но это попахивает такой грязью, да? Вот есть такое. РЕН-ТВ прям на этом прям собаку съела и не одну. Так что осторожнее. Да сейчас вообще, в принципе, все телеканалы в России, они вот похожи на РЕН-ТВ уже. Все. Это, я считаю, что телевидение российское сейчас на данный момент это просто деградация и отстой. Именно поэтому, кстати, тоже я оттуда ушел в свое время. Я просто
Мне просто стало противно, честно говоря, появляться на российском телевидении из-за того, что они поддерживают так или иначе, они поддерживают эту повестку, они постоянно транслируют то, что да, ну, хочет внушить режим населению, и мне там стало просто неприятно. Просто вот, я считаю, что телевидение деградировало наше. Потому что оно перестало быть журналистикой в таком нормальном смысле, да? С разной точки зрения подавать, понимаете? Все какое-то стало твердолобое такое, вот, пасконное такое, как это, не знаю, очень пошло, банальное. Ну, вот, пропаганда вот в чистом виде. И причем достаточно пошлая такая, развязная, стали позволять себе какие-то уже там ну, хамские вещи такие, типа там говно, там, сука, там ругаются, драки какие-то. На Первом канале, ну как это можно? Ну да, я убивал, помните такого ведущего там известного? Не знаю, как это называется, там передача. Ну там, короче, один такой ведущий в тельняшке там вышел, там у него ведро вынес, на ведре написано говно. Вот, и какой-то там зашел спор, там какая-то дискуссия, они постоянно наезжают на каких-то людей, там бьют их там и выгоняют из студии. И вот он один раз там признается, ну да, я убивал, и чё? Ну, вот, в таком духе. И этого ведущего где-то в Италии, по-моему, там плюнули на него, и он такой, типа, утерся и дальше пошел. Не помню, как его зовут. Да и особо не очень хочется вспоминать. Короче, с телевизора я ушел, в том числе вот по той причине, что это просто стало превращаться в рупор преступного режима, с которым я не хочу иметь ничего общего. Вот, тупости, мракобесие, вот этого всего. Да, Роман, ты прям с телевидением как это прям увлекаешься, да? Так что РЕН-ТВ тоже, РЕН-ТВ, я так долго гордился тем, что на РЕН-ТВ у нас не было никаких сюжетов, нас не приглашали на РЕН-ТВ, нас приглашали все каналы, вот все каналы, какие есть в России или были, мы там везде так или иначе поучаствовали. Я уже не говорю про Первый канал, да, там 100 сюжетов. А вот на РЕН-ТВ я попал случайно, нам сказали, что это НТВ, я повелся на это. Вот. А потом в процессе съемок оказалось, что это РЕН-ТВ. Блин, представляете? Вот. И поэтому я и зашкварился, блин. Я на РЕН-ТВ поучаствовал, да. Калач вопрос задает. Вопрос. Ты за какие бои ММА? Бои 90-х годов, где были сокер-кики, тычки в глаза, без перчаток, или за современные ММА? Если выбирать между началом ММА в UFC, да, первые бои, и какой современный ММА, и те, и другие правила, они, в принципе, нормальные. Начинало все, да, жестко, сурово, мне нравилось, было интересно. Но и сейчас тоже ММА интересное. Там развивается спортивная наука, они стали более спортивные. А раньше это было похоже на какие-то драки во дворе, там где-то, да, на улице. Пойдем выйдем за угол. Мне, наверное, и те, и другие бои нравятся. Я не могу сказать. Это просто такое развитие, некий, ну, такая эволюция, да, ММА. Закономерная вполне. Сначала решили выяснить, ну, кто сильнее. Да было интересно тем, что выходил человек в кимоно, говорит, я там типа дзюдоист, борец. А выходил человек в перчатках там и в трусах боксерских, я боксер. Это все было интересно понаблюдать. И можно было бить по яйцам, да, вот это все вещи. Добивать лежачего. Но с другой стороны, это не имело длительной перспективы, так или иначе, потому что все-таки много травматизма наверняка, да? Не все это воспринимают нормально, как зрители. Не все хотят участвовать, то есть здесь не было роста для популярности все-таки. Это такая узкая такая ниша все-таки, как мне кажется, да? И на успех такой длительный это не было шансов. Но как начало, как привлечение внимания, это было нормально. Это было нужно, это было необходимо. Так что я думаю, тут закономерно все пошло в сторону спортизации, там каких-то ограничений и так далее. Вот так. Такой я уклончивый тебе ответ дал. Спасибо за вопрос, Калач. А так классные были, да, бои в 90-х. Токтаров у нас оттуда, Олег Токтаров. Интересный человек. Так, Романка пишет. Средства массовой информации, место для циников. Да, так и есть. Другие там не задерживаются. Грязное дело. Сами за рубежом живут, а нам лапшу вешают. Да. Ну как, так было не всегда на самом деле.
можно же быть циником, но в то же время не конченым, блин, циником. Понимаете, в чем дело? То есть, ну, какие-то границы все равно есть, какие-то рамки. А сейчас уже, ну, реально какие-то нелюди. Есть же нормальные журналисты, есть классные журналисты, которые были на телевидении в то время, а потом они туда, либо их оттуда ушли, либо они сами ушли, либо их оттуда просто вымывали потихонечку, потому что, ну, невозможно там было находиться. Нормальным журналистам, имею в виду, на телевидении. Таким, как Леонид Парфенов, таким, как Пивоваров. Знаете, сейчас ведет Пивоваров канал «Редакция» на ютубе. Я смотрю регулярно, очень нравится. Там Юрий Дудь. Юрий Дудь. Тоже же был спортивным журналистом, где-то что-то там мутил. То есть нормальные журналисты есть. И они сейчас, слава интернету, они в ютубе находятся и продолжают вести свою журналистскую деятельность. Интересную. Поэтому хорошо, что есть альтернатива. А вот эти конченые, да, они там остаются. Циники. В принципе, циники это нормально. Ну вот конченые циники это грязь, это пошло. Даже ну, не люди, ну безобразие. И то, что вранье, и я согласен с некоторыми лозунгами либертарианцев, кто там за иллюстрации, да, их, конечно, надо наказывать. Вот как это вот все начнется, нужно, они тоже виноваты в этом, вот во всем, этих распятые мальчики, там вот сколько грязи на Украину, все это твари конченые, надо их, конечно, наказать. Чтобы неповадно было, понимаете, чтобы был урок из истории. Так, Гедеон Белюгин, скажи, пожалуйста, а УИПИТ подойдет для охраны дома? Гедеон, я прошу пардон, но я не знаю, что такое УИПИТ. А так, если общие какие-то принципы, для охраны дома подойдет все. Вот, то есть, чем больше комплексная охрана, тем лучше. Потому что охрана должна быть многослойная, как собственно, и самооборона. То есть, чем больше разных уровней защиты, тем лучше, она надежнее, вот, чем просто там какая-то штучка у вас там есть, замок висит, да? Лучше два замка, чем один замок, понимаете? Вот в такой логике. Вот, Паул Сазонов появился, приветствую. Если бы пропаганда была безвредной, а то благодаря ей убиты около 14 тысяч украинцев в Донбассе и Лугандонии. Совершенно верно. Друзья мои, вот все-таки есть люди, которые пишут комментарии, и я вижу, что вы по духу прям, да, очень близки. Вот именно, что пропаганда, она не может быть безвредной. Пропаганда, она все-таки вредна. Вот так. Она несет за собой какие-то разрушительные цели. Так или иначе, она разрушает, она негативна, она деконструктивна. Конструктивна информация, разные точки зрения, которые заставляют вас задуматься, взвесить, сомневаться, размышлять. Полезные образовательные передачи, понимаете, образовательные, они такие прям в лоб. Да, конечно, полезно рассматривать разные там теории, но есть уже фундамент, есть научные какие-то научно обоснованные знания, которые в первую очередь нужны людям. А сейчас же все в кучу, понимаете, сейчас вот как гибридная война, да, знаете такой термин? То же самое с гибридная война в мозгах у нашего населения, по этому телевизору нам яркий пример гибридной войны. То есть не только против там внешнего врага, а против внутреннего, блин, я не знаю, против населения своего же ведется гибридная война. Потому что мозги засираются разными фейками, дезинформацией, непроверенными данными, какими-то гипотезами, теориями, хер пойми чего. И поэтому у людей каша в голове. А плюс к этому, если добавить, ну, наша природная вот эту вот тягу к каким-то, блин, чудесам, каким-то сказкам, то вот тебе получается продукт. Тупое население, агрессивное, злобное, и которое верит в всякие сказки. Это кошмар. Поэтому, конечно, пропаганда, она очень вредна. Вот. Это просто, ну это убийство, убийство мозгов. И поэтому вот эти ребята, которые сейчас работают, Киселевы, Соловьевы, это я считаю, что они человеконенавистники и убийцы, в общем-то так. Так, поэтому Пауль Сазонов согласен с тобой.
Ну, а потом, да, физические смерти вот благодаря таким. Потому что послушал какой-то придурок тупой, да даже умные люди, вот что печально, даже умные, казалось бы, люди, ты кажешь, ну, вроде нормальный, умный человек, да, там, а они тоже несут какую-то ахинею. Но я так думаю, что если умный человек несет какую-то ахинею, наверное, он это делает за деньги. Вот. А если это тупой человек и несет ахинею, там понятно, там просто недостаток мозгов. Потому что, наверное, деньги зарабатывает. Роман К. продолжает, ну не картавых дикторов сейчас почти не стало. Еще раз, не картавых дикторов сейчас почти не стало. Раньше картавый диктор прозвучало бы смешно. А, то, что сейчас на телевидении стали картавить, вот, а раньше не картавили, да? Раньше были, на самом деле, очень, как это называется, критерии отбора на телевидении достаточно жесткие. Все-таки раньше телевидение было более образцовым, более академичным, таким, ну, там должны были быть образцы, чтобы ребятам прям пример для подражания, для поведения, понимаете, эталонные. Конечно, туда отбирались и дикторы, и актеры, и, то есть, все четко должно быть. Вы должны быть элитой, в том смысле, что вы как образцы для подражания. А я вот прям вот так вот. То, что сейчас можно. Ну, возможно, это еще это какой как это микс тенденций нашего времени, потому что, ну, YouTube, интернет может позволить себе, но это другой формат. То есть здесь я могу с вами разговаривать так в прямом эфире, там где-то что-то там, ну вот, и это нормально. Для блогеров это вполне себе ничего. Хотя, конечно, можно и монтаж сделать, да, там кот, обрезал все эти, значит, паузы, затянувшиеся, обрезал, вот, ну, как бы, типа, понимаете? Но по телевизору так нельзя, поэтому, конечно, раньше были требования более жесткие, конечно, да, к диктору. Так, Гедеон Пелюгин, какими патронами можно нормально стрелять из воздушки? Слушай, ну я, дружище, не знаю, вот серьезно, из воздушки, насколько я знаю, из воздушки стреляют этими шариками, вот. А какие там патроны? Там нет патронов, по-моему. Патроны, так, кстати, меняющиеся, ну это порох, короче говоря, да? И когда этот порох воспламеняется, когда удар происходит, боек об капсулу, воспламеняется порох в гильзе, и пулька вылетает из гильзы. И патрон перестает быть патроном, и получается, что пулька улетает, а гильза чик, отбрасывается. Вот, это я вкратце вам объяснил вот это вот все. Воздушки, да, воздушные, да, пневматика. Там есть либо шарики, либо такие какие-то такие штучки типа шарики, но расплющенные. Романка пишет, Брилев, Соловьев, Киселев. Вот этот список можно составить. Потом это, какая же тварь, Киасаян, Тигран Киасаян, по-моему, так. Потом, да много их там. Жена его, по-моему, тоже как-то армянских кровения. Короче говоря, есть у нас такие ребята, да. Как же их зовут? Не помню. Короче, есть ребята, и надо составить целый список, чтобы потом им конкретно предъявить за их преступления перед человечеством. Вот так. И перед Россией, перед русскими людьми. Пауль Сазонов продолжает. Максим, как считаете, кто из известных актеров, Ван Дам, Сигал, Норрис, Брюс Ли, является настоящим мастером боевых искусств? Окей, Пауль, смотри, из списка из этого, сейчас я скажу, который ближе все-таки к мастеру, да? Ой, к Стивену Сигалу я неплохо сначала относился. После того, что он сейчас творит, как-то у меня отношение к нему испортилось. Ну, я имею в виду, что он стал россиянином, куда-то там влез в какую-то Единую Россию, или где он там сейчас с этим, с Прилепиным, какую-то партию там они сделали, с Охлобыстиным, вот эти все фрики. Ну, ёбнутый, вот, собственно, что сказать. Я считаю, он достаточно порочный, вредный человек, этот Сигал. Почитал биографию тоже. Какой-то он мутный тип, очень мутный тип, да. Но что-то свое он делает там, у него, короче, там своя фишка, что-то он свое мутит. Но человек опасный. Является ли он мастером? Возможно. Потому что мастер боевых искусств, настоящий мастер боевых искусств, это не значит, что он белый, пушистый, блин, и такой ангел. Хрен знает. Это может быть очень плохой человек. С точки зрения вот именно
гуманных принципов, да, там, в жизни, человеколюбия там, и так далее, ценностей жизни. Мастер боевых искусств может быть очень-очень гнилым и гадским сволочью просто последним. Поэтому сложно сказать. Ван Дам хороший актер. Хороший же актер. Ну, мне нравится он как человек в плане того, что, ну, типа, знаете, как Шварценеггер история. Из грязи в князи. То есть, то есть Жан-Клод Ван Дам очень неплохой, так скажем, герой, типаж. И он сильно разнообразил эти все фильмы по боевым, вот этим мордобойные вот эти фильмы, разнообразил. Где-то можно и слезу пустить. Очень романтичный герой, мне кажется, он создал такой типаж романтичного героя, который где-то может заплакать, расплакаться. Очень интересно. Так, Чак Норрис. Брюс Ли. Блин. Чак Норрис тоже. Брюс Ли. Мне кажется, может быть, все-таки Брюс Ли, возможно, я скажу такую пошлость. Ну, из этих вот ребят, я, наверное, выбираю Брюс Ли. А может, он восточной такой внешности, поэтому, да, и азиатской, поэтому... Знаете, почему я считаю, что Брюс Ли все-таки мастер боевых искусств? Потому что он не только занимался, ну, вот этими приемами, там, показывал, демонстрировал, но он еще был хороший рассказчик, и еще он выдавал какие-то мысли философские, вот, ну, в плане вот именно философии. Такого человека, наверное, можно назвать мастером боевых искусств, который не только может демонстрировать приемы, там, бить морду, но и все-таки разбирается в каких-то таких философских вещах, вот связанных с искусствами боевыми. Ведь это же называется искусство. А если это искусство, соответственно, это не просто так физическое, но это еще и, пусть назовем это, духовное. Так, все, я голосую за Брюса Ли, как что он является мастером боевых искусств. Гедеон Пелюгин спрашивает, когда у вас будет следующий стрим после этого? Дорогой Гедеон, в субботу мы увидимся на прочтении книги, а потом можно после прочтения книги продолжить разговоры, задавать вопросы, комментарии писать, пообщаемся. Так что в субботу. Романка, да, согласен. Поменялись критерии. Мы про телевидение с Романом тут рассуждаем, что вот раньше телевидение было, а сейчас с точностью да наоборот. Да, оно, в общем, испортилось, деградировало. И здесь повлияла не только российская действительность и то, что само российское общество деградирует, но и тенденции мировые. И появление интернета, и появление ютуба. То есть как бы все вот до кучи, да? Но вместо того, чтобы поддерживать эти критерии высокого уровня, да, как у Парфенова, у Пивоварова, то есть у этих людей есть вкус, у этих журналистов, у этих блогеров есть вкус. Пивоваров, Парфенов, Дудь, как бы так вот то, что на поверхности, да, лежит. Вот. Их интерес смотреть, и они... Я аж поперхнулся. Это серьезно? Или это просто очередной раз? Потому что они уже запрещать его собираются или заблокировали. А учитывая, что сейчас глобальное управление, то, скорее всего, и по всей пост-СССР. Так, ну смотри, я что думаю. Они могут попытаться его заблокировать, конечно. Не знаю, как это объяснить. Карма такая у них. Они делают вещи, которые ну, принесут им только вред самим. Если они заблокируют YouTube, ну что ж, еще один, так сказать, гвоздь в крышку гроба им же. Хотя, с другой стороны, я понимаю, а что им еще остается? Ведь, ну, правду можно увидеть только в каких-то свободных ресурсах, в YouTube, альтернативной точки зрения. А это, блин, с точки зрения их, это как бы вредно. Поэтому они попытаются его заблокировать. Как бы их логика понятна. Но, блин, она бесполезна. Это динозавры. Конченые просто. А они уже трупы, по сути, так. Но приходится терпеть вот этот смрад трупный, да, который сейчас от них идет. Этих геронтократов всех вот. Понимаете? Там начиная. Ну, они там все старенькие уже, куда? Ну, у них уже все, мозги высохли все. Вот. А учитывая, что сейчас глобальное управление, что такое глобальное управление? Роман, поясни, пожалуйста. То, скорее всего, по всей пост-СССР. Может быть, да, влияние сильное. Из Кремля сильное влияние, конечно, и на Белоруссию, и на Украину, и кто там, Казахстан. Все там, кто там рядышком. Понимаю тягу тех стран, тех народов, которые стремятся отдалиться
уйти из этого, вот этого затягивающего болота Московия, да, которое Кремль затягивает их к себе обратно. Вот. Удачи, конечно, им. Мне кажется, единственный способ улучшения ситуации и надежда только на то, что они будут отдаляться, жить своей жизнью, и что с Россией тогда тоже произойдет. Надо задуматься, что дело не в размерах, блин, не в размерах, а в качестве своей страны, в заботе о гражданах. Ну, короче, вот в этом смысле. Не в накоплении размеров. Потому что этим пользуются вот эти вот упыри, которых мало. И они нам подсовывают какие-то нематериальные вещи в виде гордитесь нашими размерами, какая у нас великая страна. А люди гордятся этим. То есть, поэтому я отрицаю вот это чувство гордиться. Даже по-христиански это не хорошо, это грех, гордыни. А с точки зрения прагматики, кроме гордыни, как бы все, вы нам больше ничего не хотите поделиться с нами ресурсами, да? Которые мы такое же имеем право на эти ресурсы. Нефти, газа, там полно, лес, бриллианты, золото, ребята. Страна-то богатая. Вот, и могла бы быть очень крутой страной, очень крутой страной. Но, увы, глобальное управление. Гедеон Пелюгин пишет, что Брюс Ли это настоящий мастер. Ну вот я как бы да. Ван Дам это мастер боевых искусств. И так Брюс Ли или Ван Дам? Там надо было кого-то одного выбрать. Ван Дам мне тоже нравится. Ван Дам красавчик. Даже где-то Ван Дам мне больше нравится, чем Брюс Ли, честно сказать. Как-то он мне ближе. Вот. Красавойло. Роман К. Все актеры в первую очередь хайперы, а уж потом мастера боевых показов. Настоящие мастера в тюрьмах сидят или готовятся к ним. Да, я тоже периодически подчеркиваю это, да, что мастера боевых искусств это не белые пушистые ребята. И если они дожили до, так сказать, до возраста пожилого, седого, они начинают говорить о любви, о том, что лучший бой это тот, который не состоялся. А за спиной у них они могут быть такими, блин, отморозками. Были когда-то. Пока, так сказать, не появилось сознание какое-то. Для меня, да, тут просто по понятиям нужно определить, что такое мастер, кто такой мастер боевых искусств. Кто это? Для меня мастер боевых искусств это не просто спортсмен или просто там боец, или парень, или там кто который красиво бьет ногами, руками, там, или какие-то приемы борьбы показывает. А это все-таки какой-то тренер, какой-то учитель. Это мудрец, который может научить, который может посмотреть на свою профессию широко, который мыслит широко, не узко. Ну, конечно, педагог. То есть мастер боевых искусств, для меня это в первую очередь, конечно же, преподаватель, это тренер, это учитель, педагог, гуру, сенсей. Потому что есть бойцы, есть чемпионы, а есть учителя, есть тренеры. И это разные совершенно мозги. Вот и все. Можно быть классным спортсменом, но, блин, ни хрена не смочь объяснить. И, и нельзя Вот знаете, Федор Емельяненко, там, пример, да? Хороший боец был. Но как тренер я смотрел семинары, и мне было неудобно за него. То есть как-то стыдно на него смотреть. Это испанский стыд, да? Ну вот, тык, пык, мык. Вот. А есть же масса подводящих упражнений, там, я не знаю. И то терпение, которое должно быть у тренера-педагога, для того, чтобы терпеть непонятливость учеников и не нервничать по этому поводу, чего уж там. Хотя бывает, да, подбешивает. Когда у вас будет следующий стрим после этого, Гедеон, в субботу, мы увидимся в субботу на прочтении книги «Самооборона в городских джунглях». Армака, все боевики начали со спорта. Все боевики начинали со спорта. Да. Станет тракторист популярным, станут актеры-трактористы. Вот. И я про что? Нужно пропагандировать правильные ценности. Образование все, учение свет. И опять резко проникнет и запечатлеется в умах образ картавого, крючконосого тракториста. Ну, да. Телевизор это сила. Сказал же Владимир Ильич, что самое важнейшее из искусств это кино. Ну вот. А Ленин был не дурак. Ленин был не дурак.
Очень конкретный был тип. Мастер боевых искусств. Владимир Ильич Ленин. Гедеон Пелюгин, в субботу увидимся обязательно. Пауль Сазонов, Маргарита Симоньян, жена Кео Саяна. Вот, я вот вспоминал, но не вспомнил. Спасибо за подсказку. Симоньян, Кео Саян, семейка жутких бездарей, один фильм «Крымский мост» не смотрел. Чего стоит? Стыд неописуемый. И не хочу смотреть. Противно, не могу я смотреть. Вообще к российскому сейчас вот кино отношусь с каким-то... Они меня пугают. Вот, неприятно, честно. Бывает, редко бывает, и тогда я радуюсь. Ну, потому что все-таки русские актеры на русском языке, понятно, все, диалоги, все, характер. Но обычно такая шняга, невозможно, стыдно, позор, позор. Смотрю все фильмы Звягинцевой, да. Смотрю я, где Алексей Серебряков играет. Нравится мне это, да. Такое кино обычно у него хорошее. Но обычно, да, Звягинцев Серебряков-то и снимает, да. Что мне еще нравится в российском кинематографе? Что-то так и не вспомню даже. Мне нравится Бэдкомедиан, который очень хорошо критикует эти все фильмы российские. Смотрел я недавно этот, по ТНТ, как же там, про мэра, который проворовался. Деревянка там, по-моему, играет. Нет, не деревянка. Или деревянка все-таки. Очень так хорошо, да, смело, смело. Интересный фильм. Такой мрачноватый, конечно. Чуть побольше позитива, но... А так, конечно, не люблю эти все вот эти вот хихи-ха-ха. Слишком много стало на российском телевидении ха-ха и хихи. Я не то чтобы такой очень грустный, мрачный человек, нет. Но мне нравится юмор все-таки более тонкий, понимаете. Не такой тупой, не такой прямолинейный. Вот, вот эти все хихи-ха-ха. Но это тоже, блин, отупляется, это же специально так делается. Просто развлечение больше. Потребительство и все, больше ничего. Положительные эмоции, типа. Так, они не заблокируют, пишет Романка. Про YouTube имеется в виду, да? Но будут этим пугать. Ну вот я про что и говорю. Они постоянно что-то пугают. У них просто работа такая. Ребят, вспомните, откуда пришли эти ребята, которые сейчас там сидят во власти. В Думе, в правительстве. Премьеры, президенты. Кто они? Вы знаете, кто они? А это все ребята из 90-х годов. Этими 90-ми годами они нас пугают до сих пор. Хотя они сами оттуда. Они просто одержат. Сняли красные малиновые пиджаки, сняли большие цепи, перестали говорить постоянно в натуре бля-буду, и все, и стали этими политиками, типа. Поэтому что от них ожидать? У них просто работа такая, это их инструмент. Манипуляция это угрозы. Они как научились в 90-х угрожать конкретно. Правильно делать лица, телодвижения и правильные фразы формулировать, чтобы страшно было. И продолжают нас пугать. Может, платным сделают. Управление-то идет не из России. Ой, не знаю, Роман, вот тут на самом деле откуда идет управление, я фиг знает. Я допускаю, конечно, что это все, конечно, спланировано там, товарищ Путин получает какие-то там ЦУ, возможно. А возможно, он залупился уже на кого-то там, кто там, и сам по себе. Но одно дело, я бы приветствовал даже, может быть, его, что он залупился и делает все для людей, для народа, для страны, а пока это просто на словах. Он прикрывается этим, чтобы народ его, блин, просто терпел. Поэтому я, может быть, и за, но, блин, я не вижу конкретных дел, чтобы Россия стала лучше. Поэтому все марионетки, пишет Романка, поставлены резиденты, а не президенты. Ну, согласен, допускаю, вполне вероятно. Приемы настоящих мастеров совсем не зрелищные. Ну, тут, смотря, и вот эта эстетика зрелищности, она же тоже бывает у разных. Мне нравится, например, смотреть фильмы. Стэтхем, знаете такой? Стэтхем. Потом нравится фильм, где играет актер такой с суровой внешностью. Он там спасает заложников, там, то у него дочка, то жена в заложниках. Забыл, как его зовут, американский. Борн. Помните Борн, да, про этого шпиона-агента Борна? Вот это фильмы. Там сцены драк мне нравились. Они не зрелищные. Они такие вот именно реалистичные, жесткие. Что Стэтхэм, что вот этот вот Борн. Очень жесткие сцены драк. Мне нравится. Но для меня зрелищные. То есть я вот все-таки, у меня больше эстетика такая, когда идет демонстрация жестких рабочих приемов таких. Если не сказать наоборот, подпадают под статьи.
Ну это да. Так все это, блин, боевое искусство, оно такое пограничное, конечно. Роман Каст. Страна была богатая, а коренному населению что достается, пишет Роман. За счет каких ресурсов весь мир живет? Весь мир, я не знаю, за счет чего живет. Разные страны живут по-разному и находят какие-то свои ресурсы. Швейцария, например, не имеет таких ресурсов, как у нас в России. Вот. И в этом есть и минус, и плюс. Минус в том, что, блин, было бы нефть, было бы круче, конечно, можно было ее качать, как наше правительство, наша власть, и продавать, да, и зарабатывать. Но плюс огромный в том, что, видимо, нужно искать какие-то другие варианты, как выживать. И не зацикливаться на этом. А для нас это большой минус, то, что у нас там полно нефти, газа и так далее. Минус большой в том, что это можно просто грабить, воровать и безнаказанно. И мы зацикливаемся на этом. Ну как мы. Я себя уже не говорю, что мы это типа власть. Власть, если бы она была с нами, с людьми вместе, то это был другой разговор. Но такого нет. В продолжении сериала «Офицеры» наглядно показан такой мастер. Не смотрел. Сегодня он показывал в КГБ, как в экстремальных условиях выпали за секунду, что таил в себе годы нелегальной деятельности. Ну, к КГБ я так как-то настороженно тоже отношусь. Это, с одной стороны, популярный такой мем, да, там, КГБ, и все они там типа как спецназы. Да, там обычные дядьки, чаще всего испорченные тоже. Честно признаться, в детстве я мечтал, конечно, в КГБ. Ну, начитался книжек, там, да, узнавал. У меня дядя работал там. Вот, и, конечно, мне это было такое романтичное представление об этом, обо всем. Это элита общества. Ну, возможно, так оно и было, на самом деле. Пионерами они не дружили, да, потому что для них это было что-то такое. Старшие братья, там, контора. Вот, все это было так навеяно ореолом. Опять же, какой русский не любит быстрого Штирлица, да? 17 мгновений весны. Разведчик. Эх, элита общества. Говорит по-немецки. Думает по-русски. Ну, короче, да. Поэтому я тоже как-то одно время фанатик. Ну и карате, конечно, это же бойцы, супермены, элита. Они аристократы духа. Джеймс Бонд. Все это просто показуха и культур-мультур. Тоже такая героизация, романтизация. Завтра показывают малолеткам, как шаги делать, цепившись в куртку напарника. Что за сериал такой ты смотришь, Роман? Офицеры. Это какой-то новенький сериал, да? Ну вот, я сейчас смотрю сериал «Родина». Американский. Тоже рекомендую. Там тоже про этих вот. Типа КГБ, только про ЦРУ. Там у них. Классный сериал, мне нравится. Активный, очень там бодренький такой. Интрига постоянная. Вот. Максим, пишет Пауль Сазонов. Максим, у меня отец был КМС по тяжелой атлетике. Имел первый разряд по плаванию. О, по плаванию тоже пловец, привет папе. Ни карате, ни боксом никогда не занимался, но драться умел, и удар у него был резкий и сильный. Как все-таки важна ОФП в бою? А, это вот вопрос, да? ОФП важна, конечно. Я не буду, так сказать, топить за то, что главное духом там победить. ОФП, конечно, важно. Вы должны быть сильные, ловкие. Как минимум вы должны быть ловкие. На первом месте это ловкость. И тогда вы убиваете всех зайцев сразу. Что такое ловкость, ребята? Сейчас сначала объясню. Есть физические качества, такие как сила, быстрота, знаете, да? Гибкость, выносливость и ловкость. По-моему, там 5 качеств, таких основных, базовых. Конечно, можно назвать гибкость там как-то пластичностью, или ловкость можно назвать координацией и так далее. Так вот, смотрите, из этих качеств есть качества, которые плохо сочетаются с собой, а есть качества, которые хорошо сочетаются. Так вот, объединяющее всех качества – это ловкость. Ловкость это по сути та самая координация, которая в себя и силы немножко нормально, да, достаточно, и ловкости, и гибкости, и быстроты, и выносливости тоже, да, там, на какой-то период времени. Потому что если развивать только силу, то быстрота чаще всего пропадает. Если развивать быстроту, то это идет как бы в ущерб силе. Ну, вы знаете, да, то есть
И когда быстрота и сила совмещаются, называется мощь удара, да, мощный удар. То есть, когда он там сочетает в себе характеристики силы и быстроты, это называется мощный. Но если бить очень сильно стараться, да, или человек очень сильный, да, то это может помешать быстроте и скорости. Ну, неподвижный, это как бы тоже физика. То есть, тяжелый человек медленный, маленький, худой человек быстрый. Вот выбирайте, да. И то, и другое имеет и плюсы, и минусы. Ведь худой человек, он вынужден искать другие ресурсы для того, чтобы победить в драке. Правильно? Он худой, он легкий, щуплый. Соответственно, как он будет? Он будет пользоваться своей быстротой. И, может быть, своим более жестким характером. Да? Знаете, как это маленькие тираны, комплекс Наполеона, да? Они более злобные, более агрессивные. Это маленькие люди, а не большие. Большие люди более медлительные, более добрые. Понимаете, как все сочетается? Вот, короче говоря, для самообороны очень важно именно развитие ловкости. То есть у вас эти качества должны быть сбалансированы. Вы должны быть и сильным, и быстрым, и выносливым, и шустрым, у вас реакция должна быть хорошая, и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому, так. А вот папа у тебя, Пауль Сазонов, занимался, смотри, как интересно, он занимался плаванием. Я тоже занимался плаванием. Мне кажется, плавание дает такую как бы пластичность, выносливость хорошую. Я сам занимался плаванием тоже, знаю по себе. То есть гибкость хорошая, выносливость хорошая, дыхалка там хорошая. А, такая, ну, пластика тела определенная. А тяжелая атлетика дает взрыв. И вот одно на другое наложилось, вот тебе, пожалуйста, хорошие базовые качества для нанесения взрывных ударов. Поэтому, ну вот, возможно так. Потом есть от природы люди, на самом деле, ну, известно в спортивной науке, что быстрые волокна, медленные волокна, знаете, мышечные, да? Разные пропорции бывают у разных людей, чисто генетически. Ничего тут не поделаешь. Может, как бы отец предрасположен вообще к этому. Но вот такие данные, да, изначально, значит, тяжелая атлетика, то есть это взрыв на силу, взрывная сила. Взяли штангу, там, взорвали, там, станово, еще чего-то. И плавание, да, которое дает еще дополнительные качества. Все это как бы в совокупности очень даже неплохая база э, для бойца. И характер спортивный, да. Взять этих самых братьев Диас, да, нравятся мне эти ребята. Ник Диас, по-моему, там плаванием занимался. И поэтому у него размах крыльев очень большой. Так, Роман К. В общем, ОФП важна для боя. ОФП и СФП. ОФП это общий, СФП это специальная физическая подготовка, которая требует, ну, развивает взрывную силу, скоростную выносливость, то есть те характеристики, которые важны уже для боя, понимаете? То есть, например, для боя характерны быстрые, короткие взрывные усилия. Там 10-20 секунд это вот именно для драки, для боя. И смысл бегать марафон тогда его там нет. Поэтому смотря какие упражнения вы делаете, смотря какие качества вы воспитываете. Так, Романка, не, Россия не в вакууме, СССР не в вакууме существовал. Согласен, а это невозможно. Конечно, поэтому мир глобализируется сейчас изо всех сил. Как бы мы все туда идем уже, шаг за шагом. Нельзя отрицать, что сотая часть индусов за день заполонят Россию. Так что русский русскую не найдет, чтобы жениться. Продолжает Роман. Да, пожалуй, прототип Штирлиц, оказалось, не только на советскую разведку работал. Мгм. Какая у американцев может быть родина? Они скорее предатели настоящей своей родины. Мигранты. Ой, как ты копнул, Роман. Далеко. Сериал называется «Родина». Родина это там, где родился. Окей? Вот. Тут речь идет о современных американцах. Они родились в Америке, поэтому для них Америка это родина. А то, что там глубоко копаешь, все изначально, блин, да мы тут все пришельцы. Понимаешь? Почему-то нас всех не называют предателями, потому что мы когда-то в какой-то момент все взяли и вышли из Африки и бросили Африку. Мы же родились в Африке, правильно, да? Ну, как бы говорят, э, больше склоняются к этому ученые, что наша прародина находится в Африке. И мы оттуда пришли. Ну, с того континента. Она не называлась Африка, конечно. А потом вот так все разбрелись, разошлись. Я недавно был в музее естествознания в Вене. Отличный музей, рекомендую вам, когда будете в Вене, сходите в музей естествознания научный. 3 этажа и все об этом мире. Минералы, животные, растения, люди,
все, вот все. И там можно посмотреть, как вот развивалось человечество, как оно шло. Наглядно посмотреть все. И вот мы все предатели, мы все разошлись по всему земному шарику. Понимаете, в чем дело? Поэтому я так бы не копал далеко глубоко. Какие они предатели? Они искали лучшей жизни и попали туда, может быть, даже не по своей воле. Многие там родились, они как они могут являться предателями, если они... Поэтому, ох уж эти америкосы, пиндосы. Вот это вот Задорновская, помните, такой был у нас персонаж, Задорнов? Ух, как-то, мне кажется, много вреда он нанес, как и телевидение пропагандистское. Тоже пропагандон еще тот. Американцы, козлы, пиндосы, ой, тупые. Они мигранты, мы все мигранты, ребята, все мигранты. Так что так. Потому что птица ищет где выше, а человек где, где что? Где глубже, где лучше. О, Иван Матвеев. Знаю, пишет Иван Матвеев, мой друг. Знаю одного суперразведчика, говорит по-словацки, думает по-русски. Привет вам, Максим Викторович. Привет, Иван. Здоровенько. Вот и ты добрался, да, до моего канала на ютубе. Вот. Не зря я веду прямые эфиры. Вот уже 2-3 недели. Карантин меня подтолкнул, чтобы встретить тебя здесь. Так что будем разговоры разговаривать. Поэтому, Роман К., да, поясни про как ты относишься к Америке. То есть я отношусь к ним просто как к людям, как к другой стране, которая другая культура, другой менталитет. Но это тоже люди, они имеют право на существование. Сами по себе, да, американцы имеют. Народ. Народ. У нас ведь тоже россияне, сборная солянка, правильно? Так называемая федерация. Хотя это далеко не федерация, конечно, но так все позиционируем. Так. Эйфель 65. О, курды-мурды, курды физаки. Ой, Эйфель 65, ты на каком языке ты заговорил? Что вдруг? Что за комментарии? О, курды-мурды, курды-физаки. Не понимаю. Романка, я у индейцев земли не отжимал, не мигрант, а моих предков Гоголь писал. А, ну вот. Сейчас будем ругаться. Кто истинный, кто более коренной. Слушай, ну, Россия живет тоже на чьей-то земле, правильно? Кого-то, наверное, отжимали, но не индейцев. Отжимали, я не знаю, чукчей, якутов. Это же очевидный факт, что вся история человечества, одни народы отжимали у других народов земли, вот так. Одни убивали других. Я не понимаю, может мы что, должны быть исключением? У нас то же самое. Или американцы должны быть исключением? Там жили индейцы, потом пришли другие люди, белые, там, да, или какие. И они их уничтожали. Причем здесь, то есть это не уникальность. Это не уникальная, так сказать, история для американского народа только, для американцев. То, что они вот так себя вели с индейцами. Я, кстати, еще тут индеец. Вот, я в детстве воспитывался на индейцах, вот именно, да, и моя ментальность, она индейская. Вот. Но я не считаю, что можно обвинять американцев в том, что они типа там уничтожили. Во-первых, это поколение уже не то самое, которое уничтожало. А так, да, кровавая история, кровавые корни, вот эта вот основа, она везде. Понимаете? Все люди жестокие, не только американцы. Те, кто только индейцев убивал. И почитайте просто историю разных стран, сравните. Где-то больше, где-то меньше, но так или иначе это было повсеместно. Не вижу смысла делать на этом акцент. Типа американцы такие жестокие, они индейцев уничтожали. И все это ведет как раз к тому, что вот о чем говорят пропагандисты на телевидении. Они на этом держатся. Они отталкиваются от этого. Роман, подумай, на самом деле это вот какое-то опасное уже пошло направление. Везде есть люди, везде есть человеки. У всех история примерно одинакова. Так, ладно, Гедеон пишет, какие фильмы, мотивирующие на спорт, посоветуйте, пожалуйста. А вот сегодня мы про Ван Дамма, да, рассказывали, да? Вот фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом меня вот в детстве очень сильно мотивировали.
Вот даже классику взять, помните, когда он в Таиланде там с Тангпо, злобный такой жесткий боец Тангпо, который бил ногами, голенью по столбам, бетонной опоре там какой-то. Кикбоксер, по-моему, называется. Вот этот фильм посмотрите. Очень хороший, именно такой спортивный, там тренировки, там достижения. Классно, с Ван Даммом. Рекомендую, Гедеон. Фильм «Кикбоксер» с Жаном-Клодом Ван Даммом. Мгм. И еще вот, Роман пишет, ты не иммигрант. Так я и говорю, если копнуть глубже, почему мы копаем до какого-то определенного уровня вниз туда по истории, до предков, и останавливаемся на этом. А если что раньше не копать тогда? Что мы пошли от неандертальцев или от кого мы пошли там? От кроманьонцев. Почему мы от них ушли? Мы бросили своих братьев на произвол судьбы. Я же говорю, почему-то в Африку не вернемся. Вот это вот как бы почвенность, да, что... Так, фильм посоветовал. Кроме «Мирного воина». Да, «Мирный воин» посмотрел, отлично, кикбоксер, да. Романка. Рефи живет на русской земле. Ну, я не возражаю, конечно. Русский народ это, ну, основа образующий народ и язык русский, конечно же, это государственный язык, нужно все это учитывать. Кто против? Вот, поэтому русский язык, русская культура, да, да, да. Но не надо все это как бы преувеличивать, то, что типа вот это идеализировать. А так Рэфи живет на русской земле. Вопросов нет, конечно, так оно и есть. Эфи 65. Got my family and I got all my friends. I've been lucky in my life. Угу, ясненько, понятненько. Комментарий такой. Гедеон Пилюгин и непробиваемый был. Тон по, да, 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 да. Вот, ты знаешь о чем, да? Романка, не было кровавой истории. Было кровавой истории. Мгм. Я тебе вопрос задам, шокирующий. А почему за последние 40 лет разные так называемые древние нации и расы смешались больше, чем за предыдущие тысячи и даже миллионы лет? За последние 40 лет смешались, а раньше типа не смешивались, так? И почему больше? Такой вопрос, да? Слушай, ну если так вот на скидку, ну мои предположения, у тебя, наверное, есть правильный ответ, а я дам сейчас свой неправильный ответ. Видимо, раньше народу было поменьше, это раз. Видимо, это связано с прогрессом, с коммуникациями, с развитием коммуникации, опять же, да, дорог, транспорт и так далее, и так далее. То есть люди стали более мобильные. Это связано с вот этим, с уплотнением населения по всему земному шарику. То, что ну, становится глобализация, все вот так вот переплетаться. И, видимо, поэтому они стали смешиваться. У меня вот такая, как бы, на поверхности ответ. А у тебя какой ответ по этому поводу? Кто-то их специально смешал? Ну, прогресс развивается. Но за 40 один процесс подталкивает другой процесс. Все это взаимосвязано, я так думаю. Поэтому все увеличение количества населения, увеличение коммуникаций, инфраструктур, мобильности населения, все это идет к тому, что все это смешивается и перемешивается. Вот такой мой ответ. А за предыдущие тысячи миллионов лет, ну, конечно, они не смешивались. Им, блин, пиликать хер знает куда. Представляете? Пойти, чтобы смешаться куда-то с кем-то, с кроманьонцами, неандертальцами. Это надо, блин, пройти тысячи километров. Не так-то просто. Пешочком, блин. Пока не придумали, как лошадь использовать для этой цели. Вот так вот, я думаю. С развитием, так сказать, технологий. Гедеон Пилюгин, скажите, пожалуйста, почему брат главного героя проиграл Тонг По? Ну, мне, насколько я помню этот фильм, он проиграл ему потому, что он не был готов к такой жестокости. Психологически он был не готов. Так, технически-то парень нормальный был, даже может покруче, чем Ван Дам он там выглядел, этот брат. Но психологически он был не готов вот с этой вот азиатской жестокостью встретиться.
Михаил Малухин пишет, известна ли вам система прикладного рукопашного боя Колотого Зайчикова? Зайчикова, да, система, знаю, ну как бы знаком. Зайчиков, если я точно помню, да, все знаю. Хорошая прикладная система. Не восточная, не спортивная, именно такая, да, прикладуха. Известен мне Зайчиков. А вот Колоты, не знаю. То есть раньше я знаю прикладной рукопашный бой Зайчикова системы, да. А вот Колоты, может, его коллега-партнер позже появился. Я про него ничего не слышал. Только про Зайчикова знаю. Одно время он даже, по-моему, работал или работает, ну, вот в том институте, где я тоже учился в аспирантуре, в Иргувке. Так что так. Романка. Продолжаем мы сегодня такие, да, вот нашли, так сказать, точки. Прогресс, да. Но вот фактик. Недавно умершая старушка рассказывает, подожди, как она рассказывает, если она умерла, что раньше дни они бегали в соседний город за пару часов на рыбу. Мне тоже бабушки и дедушки рассказывают, бабушки, да, то, что они ходили пешком из деревни в город, то есть там на автобус сейчас ехать, допустим, 20 минут, а они раньше ходили там, я не знаю, несколько часов туда и обратно. Ну, раньше народ был более выносливый, это факт, да, ходили больше. Не было транспорта, не такие ленивые были, что ли. Ну, короче, среда. Бытие определяет. Вот. И поэтому я не понимаю, сейчас туда сутки на поезде. Вот те и коммуникации. Я сам недавно из-за запрета транспорта пытался пешком по дороге 40 километров пройти. Так и не дошел, потому что по дороге суставы быстрее болеть начнут. Да, согласен. Ну, последствия прогресса. Мы стали где-то слабеть, а где-то сильнеть. Вот, а может быть вообще слабеть. Я знаю, все эти разговоры о золотой эре, то, что вот раньше был это золотой век, раньше было прекрасно, замечательно, они имеют место быть, всегда, наверное, были, есть и будут находиться люди, которые будут вспоминать, что вот раньше было время, не то, что нынешнее племя, богатыри не мы и так далее. Поэтому да, слабее мы стали в этом смысле. Есть плюсы, есть минусы. Я просто не пойму, что нам делать с этим знанием сейчас, Роман? Мы знаем это. Может быть, мы начнем больше ходить, не пользоваться транспортом, не летать самолетами, не ездить на поезде. Давайте так. Ну, то есть каждый решает, наверное, сам уже, что ему важнее, скорость или чтобы мышцы не болели, суставы качаться. Романка, и дороги же везде заглядывают. И личный транспорт постоянно с обочины сбегать в сторону заставляет. Ну да. Ну так о чем мы сейчас обсуждаем? Ты мне задал вопрос, почему за 40 лет народ сильно смешался. Вот. Ученый Данилов в 19 веке доказал, что на нашей планете всякая популяция имеет численную зависимость от физиологических особенностей. Так вот, он наглядно показывает, что на планете не может быть настоящих людей, а не мимикрирующих под них. Ой, что-то я... Подожди, не понял. Еще раз читаем. Ученый Данилов, ну, фамилия такая, да? В 19 веке доказал. В 19 веке он доказал. Ну да, тут уже какие-то сомнения появляются. То есть, а после этого никто не занимался этой проблемой. Давайте ссылаться, может быть, на более современные какие-то данные, что он там доказал, кто его это подтвердил. Ведь наука это же не то, что кто-то когда-то доказал, и так оно и осталось. Наука это постоянно подтверждаемая информация или опровергаемая. Вот так я думаю, про ученых, про науку. Но это я раз просто заметил такое какое-то. Почему именно ученый Данилов в 19 веке? И вот этот комментарий я не понял. Он показывает, Данилов, что на планете не может быть настоящих людей. Это как? Это как? Ну, то есть, все. Ну, я потерял мысль уже. Романка, сори. Это на РЕН-ТВ надо. Вот с таким сюжетом, да. То есть, ты хочешь сказать, со слов этого Данилова, который в 19 веке жил, и с тех пор никто не занимался, и все это покрыто, да? Только вот Данилов осветил эту проблематику. Что на самом деле настоящих людей уже нет. А есть люди, которые мимикрируют под людей. То есть похожие существа на людей. Так? Окей. Ну, допустим, даже допустим так. Но почему их не назвать людьми, если они, ну как сказать,
Какой это имеет... А что значит настоящие люди? Я вот это не понимаю. Окей, если, допустим, что есть какие-то настоящие люди, которые жили в прошлом, да, и они были там, не знаю, 5 метров ростом, то куда они делись? И являются ли эти мимикрирующие люди, которые живут сейчас, в 21 веке, потомками этих людей? Откуда взялись эти мимикрирующие люди? Если эти мимикрирующие люди потомки тех настоящих людей, то почему мимикрирующих людей нельзя назвать людьми в полной мере? Они же были когда настоящими людьми, а потом они изменились, так? Или откуда, с какой планеты их завезли, этих мимикрирующих людей, которые зачем-то, по какой-то причине мимикрируют, то есть пытаются быть похожими на настоящих людей. Остались ли сейчас настоящие люди, чтобы понять, под кого мы мимикрируем? Блин, сори, я запутался. Более несколько тысяч кого? Я хочу сказать, что наличие расы и нации — это маскировка чего-то совершенно искусственного. Так. Дело в том, что на всех других живых существах эта теория Данилова работает. Роман, я тебе попрошу сейчас, есть какая-то ссылка, скинь мне, пожалуйста, какую-то ссылочку, чтобы почитать об этом. Ну вот, под этим видео, когда я сохраню его там, да, просто ссылочку. Блин, меня уже выбрасывают из эфира, ребята, да. Наверное, пора прощаться. Вот, а Роман К, я просил бы тебя, да, еще раз, не знаю, записалось или нет, оставить мне, кинуть ссылочку на информацию, вот, про которую ты рассказываешь. Данилов, настоящие люди, не настоящие люди, мимикрирующие и так далее. Вот. И я бы тогда почитал и тогда, может быть, что-нибудь понял, о чем ты говоришь. Пока не понимаю. Какой-то РЕН-ТВ. А Роман К. пишет, давай так, ты на Юпитер залететь можешь для добычи там ископаемых? Нет, не могу. Пояса, Ван Алина и так далее? Нет. Ты зашлешь что роботов, чтобы на основе местных форджей сделали там неподозрительных? Да, ну, наверное, я с роботами так. Ну, конечно. Я не могу. Иван Матвеев. О, Иван Матвеев пишет мне, Максим Викторович, а если вспомнить о книге «Боевая машина» Анатолия Тараса, какую рецензию вы дадите спустя годы собственной тренерской работы? Какие книги, источники вы бы еще порекомендовали? Анатолий Тарас, я считаю, это как, знаете, ну, как бы, типа, Ветхий Завет. Это Ветхий Завет самооборонщика и любого человека, который интересуется прикладным рукопашным боем. Не спортивным, не восточным, именно прикладным рукопашным боем для улицы, для выживания в мегаполисе. Короче говоря, самооборона, самозащита. Вот, и Анатолий Тарас, он является как бы ярким представителем, таким, можно сказать, культом, да, божеством, можно так сказать, вот, который дал развитие на постсоветском пространстве именно идеям самообороны, а не просто там восточный кунг-фу, ушу, карате или какие-то спортивные там единоборства. А именно он посмотрел на эту проблематику с точки зрения именно самообороны. И психологии, кстати говоря. У Тараса очень много интересных выкладок по поводу психологии, по поводу философии, вообще мировоззрения, да. И то ли он делает это специально, осознанно, но книги его несут такой вот прям яркий заряд бодрости и даже, я бы сказал, человека ненавистничества какого-то. Они очень такие хайповые, они очень эксцентричные. Может быть, он просто по манере своей, по-моему, я где-то видел, он такой резкий человек, и у него характер такой взрывной. Кстати, его считают русофобом тоже, да? Вот. И у него там прям он пользуется такими яркими формулировками, такими резкими, да? Допустим, преступник, убить его нахрен там. Оттуда все пошло, как бы от Тараса, это вот мемы такие, да? Что лучше лежать, мочи всех и пользуйся любыми средствами. Вот эта вот трансформация в образ, у него там, по-моему, была машина, да, боевая машина. Типа надо провести работу с образами, да, вот эта трансформация, психологический образ, оптимальное боевое состояние, как это в спорте называется. Поэтому я отношусь к нему с уважением, нормально, хорошо. Вот где-то он там перегибает, но, возможно, для пропаганды и для развития этого было очень даже правильно. Потому что нужно подавать эти вещи немножко резко, немножко так эксцентрично. Вот, а какие книги, источники я могу еще порекомендовать? Заходите на мой канал в YouTube. Мне кажется, сейчас источник для русскоязычного населения, это вот, наверное, буду я таким источником. Нескромно, да, Иван?
Источники, смотри, сейчас на самом деле можно, да, книжки уже это как бы отходят в прошлое. Скорее всего, это какие-то западные источники, чаще всего. Хотя здесь у нас мелькали, да, вот в комментариях, там Зайчикова, система Зайчикова неплохо. Такая нормальная система, оцениваю. А западные, ну просто система посмотреть. Та же самая Карамага. Нормальная система, рабочая. Опять же, много всяких. Список сейчас прям вот, конкретно не скажу, какие я. Я могу дать какой-то старинный список, когда мне было это интересно, я сам это как бы узнавал и черпал оттуда. Вот. Но это уже, наверное, устаревший список. Поэтому сейчас все эти списки, они как бы вот через меня канализируются и вам, пожалуйста. А так, наверное, да, надо составить какой-то список уже новый, старый, новый, смешать его, замешать, перемешать. Читайте мои книги, Иван, пользуясь да, случаем. Да, хочу сказать, что у меня на сайте sambaron.org вы можете скачать мои книги. Одна бесплатная, самооборона в городских джунглях, пожалуйста. И читаем вместе по субботам. Вот, а вторая уже за денежку, защитный код. Ну там уже для продвинутого уровня. Так, Иван Матвеев, спасибо тебе огромное за вопрос. Ты в Инстаграме, кстати, есть, Иван? Мы можем поговорить с тобой в прямом эфире совместном. Мы сегодня с Максом ведем совместный эфир в Инстаграме в 20:00 на тему женской самообороны. А с тобой мы могли поговорить на какую-нибудь психологическую тему и типа там, не знаю, самообороны для детей. Ты же психолог. О, Господи. Опять не выкинул из эфира. На полете к Юпитеру тебя расплющат гравитацией. Так для неподозрительных. Они же будут в чем-то отличаться, скорее всего. Им нужна легенда. А мы, мол, такие же вот нации и расы. А Луну подогнали в качестве ретранслятора и управляющего пункта. Романка, есть такой факт. Роботы японские во время Чернобыльской катастрофы могли работать 20 минут в среднем, люди 8 часов. Так, у Романа как какая-то теория, в общем, альтернативная. И вот он сейчас мне про нее рассказывает. Все это любопытно, занимательно. Так, Пауль Сазонов, Анатолий Тарас. Пауль Сазонов пишет, Анатолий Тарас служил в спецподразделениях более 10 лет. Побывал в разных регионах мира. Его рукопашный бой имеет исключительно прикладное значение. Сейчас стал чуть ли не главным критиком. Сейчас стал чуть ли не главным критиком. Не закончил ты. Критиком чего стал чуть ли, Тарас? Российской власти в Беларуси. В Беларуси, да, я же говорю, он русофоб, проклятый. Он сравнивает нынешнюю власть с Рейхом и правильно делает, так оно и есть на самом деле. Вот в этом вопросе я его поддерживаю полностью и целиком. Вот. А то, что, смотрите, многие авторы, многие мастера боевых искусств и прочие там преподаватели, которые, допустим, пишут, что они служили в спецподразделениях, или там они учились где-то в Шаолине, или в Тибете, или в Японии, или в Китае, или они бывали в разных регионах мира в секретных каких-то там организациях. Я советую вам относиться к этой информации с подозрением, ну так, с осторожностью. Потому что все это личный бренд, да, который нужно подать правильный, так сказать, чтобы народу было интересно для поднятия авторитетности. Вот и все. Это же просто. Поэтому на слово так не верьте на самом деле. То есть это может быть не совсем так героически, как это выглядит вот в описаниях и в этих легендах. Ну, как Сергей Бадюк, например, да, знаете, да? Вроде там и там, и эдак, и вот эдак. Если там присмотреться, то слишком много возникает вопросов. То же самое Анатолий Тарас. Потом поймите, вот опять же этот мем про КГБ. Если кто-то работал в КГБ и ГРУ, это не означает то, что он там супермен и супер рукопашник, потому что, может быть, он там просто в штабе где-то сидел, возможно, он там, я не знаю, программист. Там же есть масса других должностей, профессий, которые не требуют знания там каких-то рукопашных боев, понимаете? Поэтому все это, ну, звучит неплохо, да. Так, Романка продолжает. Просто странно. Всю свою жизнь я наблюдаю уменьшение русских земель и самих русских. Константинополь стал Стамбулом. Китайская стена повернута бойницами, чтобы обороняться от Китая. Китайских черепов старше 200 лет не найдено.
Ну, есть интересные факты, да, которые такие парадоксальные, заставляющие, так сказать, задуматься. Но, с другой стороны, что нам делать с этой информацией? Да, странно. Да, уменьшается русская земля, там и ну и что? Некоторые страны вообще исчезают, некоторые культуры просто исчезают, появляются какие-то новые. Трансформация в жизни. Это так происходит. Японцы говорят сами, что до них 200 лет назад в Японии жили айны. На фотках чисто русские лица. Ну, может быть. Ну, в фашистской Германии, да, там, в Германии, короче говоря, нацистской тоже искали прототип. Да, в принципе, и там было какое-то зерно рациональное. Арийская раса. Арийская раса. Индоевропейские группы. Санскрит. Ну, это протооснова языков. Факт, факт. Да, да, вот Индия, родина санскрита. Прародители всех языков. Романка, тут с тобой вот прям, Роман, согласен. Признанный факт. Послушай санскрит, это русский язык. Я в курсе. Я увлекался этой темой, да, знаю. И всегда даже подчеркиваю сходство и частенько пишу. Дхияна, дыхание, там и так далее. Будда будет. Окей, ребят, просто уже, наверное, пора нам расставаться. Сегодня у нас был интересный разговор, который ушел куда-то в сторону сюжетов РЕН-ТВ. Люди мигрируют. Мигранты, вот эти вот арийцы, они же откуда там пришли? Они же в Индии не просто родились, они откуда пришли в Индию. Значит, что-то не покинули. Роман, я просто хочу, чтобы ты услышал меня. Что это нормально, когда народы, люди передвигаются, мигрируют. Те же самые арии, они в Индии, они просто так не появились, как лунтик. Я родился, они туда откуда-то пришли, там они были. Потом они оттуда ушли опять. И что они, предатели своей родины или как? Откуда вести отсчет? А про мимикрирующих людей настоящих я вообще не понял, честно говоря. Поэтому давай мне, пожалуйста, ссылки, скинь мне ссылки, где можно почитать то, о чем ты говоришь, на что ты опираешься. Окей? Все, ребят, всем спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши вопросы. Вот. На сегодня все. Сегодня в 20:00 приглашаю вас в Инстаграм на совместный наш эфир с Максом Шрамковым про женскую самооборону. Вот. А мы здесь увидимся с вами в субботу. Будем читать книгу «Самооборона в городских джунглях». Ну и поговорим, конечно. Все, Роман, а тебе попозже отвечу. Жду тебя ссылок на Данилова, ученого Данилова. Все, всем пока-пока.